Вот, рада всех приветствовать на сегодняшней встрече. Меня зовут Вика, я представляю проект «Феминистские транслокальности», и сегодняшнее мероприятие – это второе событие. Первое состоялось в Познани и будет сегодня выложено в 4 часа в записи симпозиума политики не в скобках доступности. И мы здесь обсуждаем вопросы пересечения дискриминации, вопросы того, как нам в сфере культуры, в сфере активизма, в сфере искусства действительно думать, как бы делать и практиковать доступность, а не просто пытаться делать жесты в эту сторону, на самом деле не добиваться этого. И сегодня на этой встрече участницы из Польши, участницы из России и участницы из Германии будут рассказывать о том, как им живется в их активистской, художественной деятельности в контекстах, в которых права женщин, права квир-персон, права персон с инвалидностью нарушаются регулярно, и как можно иметь с этим дело, и какие структуры солидарности можно создавать. И сейчас я попробую решить проблемы с переводом, которые есть у некоторых участниц. И для всех еще раз напоминаю, что если вы меня слышите, скорее всего, у вас все в порядке. Вот. Но я еще раз, наверное, напишу текст в чат для тех, кто, возможно, меня не слышит. Потому что у нас есть перевод, и нужно воспользоваться своим языком на значке планеты обязательно. О, Вера все слышит. Супер. Прекрасно. Да. В общем, я заканчиваю свои вступительные слова и передаю слово Зофии и Кире, нашим сегодняшним модераторкам. Они представят участниц, и дальше наша конференция будет продолжаться достаточно долго, но у нас будут перерывы. Вот. Кира. Извини, Вика, пожалуйста, участники, спикерки сами будут себя представлять. И я забыла, кстати, описать себя. Вот, я белая женщина, у меня короткие рыжие волосы, голубые глаза, и я сижу в черной футболке с логотипом журнала «Докса», редакторки которого сейчас находится под следствием в России, и сзади меня есть цветок. Вот, спасибо. Да, в общем, я заканчиваю. Dobrze, to teraz może ja, a później Kira. Myślałam, że Kira zaczyna, ale dobrze, to mam nadzieję, że Kira nie ma już nic przeciwko, że teraz się włączę. Nazywam się Zofia Nierodzińska, jestem białą cis kobietą. Dzisiaj mam na sobie czarny podkoszulek, mam długie, rozjaśniane włosy i jestem, powiedzmy, relatywnie młoda, chociaż to może być sprawa tutaj dyskusyjna. Reprezentuję Galerię Miejską Arsenał i dzisiejsze webinarium jest częścią, jak już tutaj Wika wspomniała, większego wydarzenia, które odbywa się już od początku miesiąca i nosi tytuł Polityki Niedostępności. Od początku miesiąca udostępniamy filmy, które mierzą się z tematyką dostępności i są to filmy wykonywane przez indywidualne artystki oraz kolektywy. Można je znaleźć na naszych kanałach związanych z Galerią Miejską Arsenał, na YouTubie, na Facebooku, na naszej stronie internetowej oraz na kanałach związanych z Feminist Translocalities Berlinem. Większość filmów jest opatrzona audiodeskrypcją, a wszystkie są tłumaczone przynajmniej na 2 języki. W ramach sympozjum odbyła się już debata Demokratyzacja dostępności, z której to wideo będziemy mogli zobaczyć już dzisiaj o 16:00. A webinarium, właśnie tak jak już tutaj wspominała Wika, odbywa się w tej formie właśnie tylko online i też transmisja z niego po dołożeniu napisów w języku polskim, rosyjskim i angielskim będzie dostępna za tydzień właśnie na kanałach na pewno Galerii Miejskiej Arsenał i myślę, że Feminist Translocalities również.
Bardzo się cieszę, że przyjęłyście zaproszenie do dzisiejszego sympozjum. Bardzo się cieszę na Wasze prezentacje. Jestem bardzo ciekawa porównania kontekstów polskiego, rosyjskiego i niemieckiego. Jestem też bardzo ciekawa, w jaki sposób działacie i jak możemy siebie wspierać w tych naszych codziennych walkach z patriarchatem, z kapitalizmem, z niesprzyjającym środowiskiem. Także życzę nam wszystkim udanej dyskusji i no pewnie włączę się za jakąś chwilę. Przekazuję głos Kirze Szмиревой. Меня зовут Кира, я флюидная активистка, флюидная создательница, я театральная педагогиня и персональная ассистентка, что для меня очень-очень важно. Я сейчас нахожусь в своей комнате в Берлине, сижу на полу, на подушках, самое прохладное место. У меня короткие, чуть выше плеч волосы, карие-зеленые глаза, на левом, ну для вас, наверное, на правом ухе, Вера меня в Берлине вчера немножко обучала тифлокомментарию, у меня сережка такая в виде узла прозрачная, я в серой футболке, и я использую по отношению к себе местоимение «она» или «никакого» местоимения. Я очень рада, что вы сегодня все согласились принять участие в вебинаре и присоединились из разных пространств. Это очень важное событие, потому что вот на прошлой дискуссии в субботу мы как раз говорили о нехватке таких антикапиталистических пространств. И когда я готовилась к этому вебинару, я читала о ваших работах, о ваших практиках, или о ваших даже формах жизни, проживания, я поражалась тому, насколько вот эти практики важны, потому что именно они являются вот такими альтернативными структурами сопротивления капитализму, изоляции, тотальным институциям. И эти ваши практики, они в то же время вот те самые новые пространства, которых нам не хватает. И поэтому мне кажется очень-очень важно, что сегодня вот мы будем иметь возможность услышать о ваших практиках, о ваших активизмах. И да, я думаю, что тогда... И да, я еще хотела сказать, что мне очень важно сказать о том, что этот симпозиум посвящен также людям, которые, к сожалению, не имеют возможности принять участие в нем, хотя они тоже создают вот такие практики, такие другие пространства, межпространства. И в частности речь идет о политзаключенной художнице, активистке, режиссерке Юлии Цветковой. Вот, но я очень рада, что здесь присутствуют люди, которые Юлю поддерживают и проводят акции, выставки в ее поддержку. И уже поэтому мне кажется, что этот разговор он тоже очень-очень сильно важен. Я думаю, что тогда мы можем уже перейти вот к вам, к участницам, чтобы вы все описали себя, сказали, где находитесь, сказали, что считаете нужным. Вот, может быть, мы будем тогда передавать друг другу слово, называя имена. Мирьям, могла бы ты описать себя, рассказать, где ты, чем ты занимаешься? Hello, everyone. Здравствуйте, меня зовут Мирьям. Я художница, театральная деятельница и активистка. Я живу в Берлине, у меня длинные кудрявые волосы, и у меня красная футболка и одна сережка с маленькой бусинкой. Я нахожусь сейчас в моей комнате, и это очень хорошо, очень приятно, потому что я вижу солнце, солнечный свет через окно. В окне. Я очень рада сегодня быть
с вами и расскажу потом, какова жизнь с инвалидностью в Германии. И я попрошу Катаржину себя представить. Катаржина, Здравствуйте, меня зовут Катаржина, можете называть меня Каська. Я являюсь гендер-квировой с инвалидностью, употребляю местоимение «она». Я белая, у меня короткие волосы, у меня очки, фиолетовая оправка, фиолетово-розовая оправка. Я одета в футболку с кроликами, которые приносят мне удачу. Я такой значок по случаю гей-парада рядом со мной. Занавеска с радужным флагом и плакат с черного протеста. Спасибо большое. Добрый день. Меня зовут Эльжбета Подлесна. Можете говорить Эля на меня. Мне 53 года. Я белая цисская женщина. У меня короткие сидеющие волосы. У меня очки, темно-красные оправки. На мне платье розового цвета. За мной занавеска с цветными цветами, разноцветными цветами. Было написано, что я живу в Варшаве ввиду разных обстоятельств, которые связаны с моей активностью. Я именно сюда попала, в Варшаву. Я в настоящее время живу в 80 километрах от Варшавы с очень хорошими зелеными насаждениями. А пока что я живу в кемпинговом прицепе. Я учусь абсолютному минимализму и проверяю, что действительно мне нужно, и отвергаю абсолютно капиталистические капризы. Я являюсь по специальности психотерапевтом, работаю в зависимости. По поводу того, что происходит в Польше, и не только в Польше, я несколько лет назад стала активисткой. И в моем активизме меня интересует разнообразие. Равность. Я не ограничиваюсь только как бы одним блоком, феминизмом или другими. Я хотела бы, чтобы идея равности была чем дышит как воздухом. Что я еще могу добавить? Я очень тронута этим приглашением. А здесь в основном в первую очередь вашими заинтересованностями является искусство. Конечно, я когда-то занималась театром, но то, о чем вы говорите, не является для меня каким-то чуждым. Ну, может, об этом я уже все же скажу позже. Так что я сегодня здесь участвую, мне так кажется, может, являюсь аутсайдером или так как бы авансом, можно сказать. Но я очень заинтересована этим событием, чтобы выйти из этого коллажа. Большое спасибо. Передашь микрофон кому-то, Эла?
может, Катрин? Да, спасибо, очень приятно. Привет, меня зовут Катрина Нашева, я художница, акционистка и психоактивистка. Еще я занимаюсь постановкой разных спектаклей. Вообще я исследую жизнь закрытых социальных групп, закрытых сообществ. Для меня это какая-то очень такая важная, интересная тема. И, конечно, политика доступности тоже меня достаточно сильно интересует, насколько, в принципе, мы можем взаимодействовать с разными людьми и представлять им площадку для высказывания. Я белая женщина, я сижу в Подмосковье на даче, у меня короткие волосы мелированные и синее платье. Я тоже сегодня очень рада быть здесь. Я расскажу про акционизм третьей волны, про то, как через акционистские практики мы можем создавать пространство для взаимодействия, солидарности, коммуникации, и как, в общем-то, мы можем создавать пространство доступности через разные перформативные жесты. Я надеюсь, это будет интересно. И хочу передать слово Софии, наверное. Так, спасибо большое. Всем здравствуйте. Меня зовут София. Я выгляжу немного младше моих лет, но мне 18 лет. У меня длинные волосы, у меня карие глаза. У меня классный маникюр, я недавно себе сделала. Он голубой, и здесь на некоторых ногтях белые облачка. Вот. Также я ношу красивое кольцо со смайликом, оно поднимает мне настроение. Я в белой футболке, у меня белые наушники длинные. Вот. Я художница, активистка, я актриса театра Мэрок. Вот. Я занималась у Юли Цветковой довольно продолжительное время, и, наверное, поэтому я здесь. Сегодня буду рассказывать про создание доступного пространства на примере нашего театра. Спасибо. Передам слово Вере. Хорошо, тогда я хотела бы передать слово Катрин Ненашевой и сказать, что я очень рада еще раз, что ты согласилась во всем принимать участие, потому что вся твоя работа по созданию вот этих межпространств, по этим практикам солидарности и групп поддержек, и вообще создания целого психоактивистского движения в России. Это очень важно. Я передаю тебе слово, передаю тебе экран. Отлично, спасибо. Всем привет. Меня зовут Катрина Ненашева, как я уже говорила, и я хотела бы рассказать про акционизм как междисциплинарную практику и как поиск языка взаимодействия. Давайте мы сразу включим, да, вот таким вот образом экран. На самом деле, когда мы говорим про акционизм, мы сразу же говорим про третью волну акционизма. Это очень такая важная веха в истории акционистского искусства, потому что до этого, в общем-то, первая и вторая волна акционизма, они очень сильно отличались от третьей волны в России, поскольку художники в первую очередь взаимодействовали непосредственно с каким-то очень локальным таким пространством, взаимодействовали, в общем-то, с какими-то политическими темами, а третья волна акционизма, она открывает нам пространство доступности в том плане, что теперь в центре внимания художников является сам процесс коммуникации между разными людьми, то есть теперь мы взаимодействуем с теми, с кем мы ездим в метро, с теми, с кем мы пересекаемся в каких-то публичных пространствах, и очень важно, что теперь акционизм с 2017-2016 года в России, он, в общем-то, становится таким междисциплинарным, то есть теперь акционистскими практиками может являться, например, вид спорта или какая-нибудь там группа поддержки, или же, например, какой-то спектакль, то есть теперь акционизм, он расширяет свои границы, расширяет свои возможности, и что очень важно, да, теперь художники не зафиксированы на самих себе, и, в общем-то, главными героями художественных акций являются не сами художники, как это было раньше, например, у Петра Павленского или группы Pussy Riot, а, в общем-то, являются главными героями люди, которые нас окружают, люди, с которыми мы взаимодействуем, и очень важно, что таким образом мы увеличиваем формы общего, которые в общем-то, в данном случае форму общего, да, то есть это формы нашей консолидации, формы нашего взаимодействия, в которых мы находимся, когда создаем те или иные пространства, в которых
мы можем, в общем-то, как-то быть. Третья волна акционизма, она отличается чем? Очень важно, коммуникативностью, то есть теперь мы общаемся с разными людьми, теперь мы взаимодействуем с разными людьми, и мы зациклены не на себе, а на других людях, мы взаимодействуем с ними. Третья волна акционизма, она, в общем-то, известна еще тем, что акции чаще всего длительные, то есть если раньше художники делали такие акции-блокбастеры, очень короткие, маленькие акции, то теперь в третьей волне акционизма акции могут длиться месяцами, могут длиться по несколько недель. В общем-то, художник развертывает как раз-таки этот процесс взаимодействия в реальности, ему это очень важно. Акции теперь не только политические, но и социальные. То есть теперь мы смотрим на социальные проблемы, на проблемы самых разных людей. Мы исследуем доступность, в том числе мы исследуем то, какой язык мы можем найти для разных форм взаимодействия. Конечно же, третья волна акционизма, она еще и про объединение. Людям очень важно объединяться и придумывать какие-то практики, которые помогут в этом объединении. И, как я уже сказала, третья волна акционизма, она еще и про междисциплинарность, то есть, в общем-то, про разные подходы, про разные практики, которые как-то друг с другом переплетаются и друг с другом взаимодействуют. Я бы хотела рассказать про свои акции, которые у меня есть. Это акции, которые я делала с 2015 года, и это акции, которые посвящены разным социальным группам. Мне было очень важно дать голос разным социальным группам, дать голос людям, которые, в общем-то, как-то исключены из какого-то публичного пространства, и моя первая акция называется «Не бойся». Тело как повод для разговора я здесь использую. Что, в общем-то, я делала? Я в течение месяца ходила в форме заключенной и фотографировалась в разных публичных местах для того, чтобы потом отправить эти фотографии женщинам в тюрьму. Я отправляла фотографии женщинам в тюрьму с надписью «Не бойся». У нас вообще в России есть достаточно большая проблема, связанная с посттюремной адаптацией женщин, потому что когда женщины выходят из тюрьмы, им, в общем-то, не к кому обратиться, у них нет никаких социальных связей, им очень сложно устроиться на работу, и когда я была в тюрьме, я ездила туда в составе волонтерской группы. Одна из женщин попросила меня ее сфотографировать, и ей очень было важно иметь какой-то свой портрет. И, в общем-то, тогда я столкнулась с нежеланием сотрудников колонии передавать фотографию, потому что они сказали, что женщина якобы будет заниматься сексом по переписке, она не имеет на это права, и вообще она не имеет права иметь какую-то собственную идентичность, понимать, кто она, понимать, как она выглядит, понимать, как меняется ее внешность с протяжением, да, какого-то времени. И, в общем-то, мне было очень важно стать таким неким коллективным телом этих женщин, и в течение месяца вот я жила в этой форме, я исследовала, как на мою телесность может повлиять тюремная форма. В завершении этой акции я решила побриться на Красной площади. С чем это было связано? Это было связано, в общем-то, с тем, что вокруг женщин с различным тюремным опытом есть огромное количество различных стереотипов. И, конечно, один из самых главных стереотипов – это то, что женщины заключенные обязательно должны быть бритыми, обязательно должны быть лысыми. И, в общем-то, я решила освободиться из-под своей формы на 30-й день акции, и под тюремной робой у меня был точно такой же номерок на платье, как был и на тюремной робе тоже. И таким образом я как раз-таки переигрывала стереотипы, с которыми сталкиваются женщины-заключенные. И что очень важно, сразу же после этой акции нас задержали, потому что на Красной площади, вообще в каких-то публичных пространствах в России делать что-то очень сложно. Нам тогда дали статью 20.2, это организация несанкционированного мероприятия, и, в общем-то, из этого пространства несвободы мы перешли тогда с моей коллегой Аней Боклер, которая меня брила, в реальное пространство настоящей, как бы не художественной, а настоящей несвободы, потому что нас отправили в спецприемник, и мы, в общем-то, какое-то время находились в заключении. Но что очень важно, после этой акции мы создавали пространство для солидарности таким образом, что у нас были выставки, которые были посвящены женщинам в тюрьме, у нас были разные паблик-токи, которые были посвящены проблемам посттюремной адаптации и отношений женщин
вообще к теме заключения, в принципе, к теме изоляции, в принципе, мы очень много об этом говорили. И что очень важно, я предлагала еще в рамках этой акции разным людям писать письма женщинам, которые оказались одинокими в тюрьме, и, в общем-то, таким образом получалось выстроить какую-то сеть солидарности, сеть взаимосвязей, в рамках которой изолированные люди могли получать хотя бы какую-то поддержку, получать хотя бы какое-то внимание со стороны. Моя следующая акция называлась «Наказание». Здесь тело в какой-то степени представлено как некая история. В общем-то, акция «Наказание», она была посвящена наказаниям в детских домах, поскольку, к сожалению, очень часто детям в детских домах ставят диагноз умственная отсталость, и очень часто в качестве наказания их отправляют в психиатрические больницы. И рассказывая, пытаясь рассказать как бы эти истории, я выбрала такой символ, как маленькая детская кровать. Эту кровать я носила за собой в течение 21 дня. 21 день – это день амбулаторного, количество дней амбулаторного лечения, сколько ты находишься в больнице обычно. И, в общем-то, я использовала различные практики, которые были связаны с наказанием в детских домах. Я испытывала на себе наказательные практики, с которыми сталкивались дети в детских домах. Там, например, стояние на горохе или стояние на одной ноге. И, в общем-то, одной из таких очень важных символичных точек акции был наш перформанс с парнем с инвалидностью. Его зовут Дима Жданов. Он, к сожалению, уже сейчас погиб, но на тот момент, в общем-то, он был активистом, и эта акция, по сути, была посвящена ему, потому что он был сам в детском доме, у него у самого была умственная отсталость, и он, в общем-то, сам довольно много говорил о правах ребят с ментальными особенностями различными. И в День России, это было 12 июня 2016 года, мы сделали такую своеобразную очистку пролежней Димы, поскольку Дима передвигался на коляске, он спрыгнул с 4-го этажа, потому что столкнулся с насилием со стороны, в общем-то, своих друзей и передвигался на инвалидной коляске какое-то время. И, в общем-то, здесь в данном случае мы рассматриваем тело Димы как тело России и вот такую повседневную практику, как промывание, прочищение своих пролежней, мы, в общем-то, выносим в публичное пространство, и нам очень важно сказать, что тела бывают разными. Посмотрите, да, тела бывают, в общем-то, совершенно разного вида, рода, и очень важно, чтобы мы видели и понимали, что, ну, в общем-то, в телах есть какие-то большие отличия, и тела людей с инвалидностью, они тоже должны быть видимы, мы тоже должны замечать, как они выглядят, мы тоже должны видеть эти тела в публичном пространстве. В тот момент мы, в общем-то, тоже пытались построить связь, выстроить некую связь между детьми из детских домов и публичным пространством. Мы, в общем-то, пытались сделать тогда проект, который как-то поддерживал бы детей из детских домов, помогал бы найти им работу, и в рамках акции как раз-таки я пыталась привлечь внимание к этому проекту, и у проекта возник некий пул волонтеров, пул людей, которые стали поддерживать этот проект, которые стали в него включаться, и, в общем-то, таким образом мы попытались как-то выстроить это пространство консолидации, если можно так сказать, и это действительно на тот момент получилось. Моя следующая акция называлась «Между здесь и там». Я называю ее таким неким путем через идентичности. Она была посвящена людям в психоневрологических интернатах, их жизни, их изолированной жизни. Психоневрологические интернаты – это такие места изоляции для людей с ментальными особенностями и инвалидностью. Это закрытые учреждения, из которых людям очень часто сложно выйти, у них нет возможности вообще выходить в город, у них нет возможности как-то исследовать реальность, исследовать публичное пространство, и, к сожалению, в интернатах люди могут находиться годами и вообще не выходить совершенно никаким образом в публичные какие-то места. И, в общем-то, я носила очки виртуальной реальности, в которых у меня были разные картинки, видео, фотографии из интерната, и таким образом я играла с различными пространствами, таким образом я выносила в публичное поле
как раз-таки вот эти вот закрытые территории, если можно так сказать, закрытые территории интернатов. Я ходила в очках виртуальной реальности в течение 23 дней, и, конечно, люди, которые смотрели на меня, они думали, что я играю в какую-то игру, они думали, что я прохожу какой-то квест, но на самом деле там действительно были картинки из ПНИ, и когда я давала людям посмотреть в эти очки, они достаточно сильно удивлялись, и к сожалению, большое количество людей просто не знали и не слышали о том, что такое интернаты, как живут люди в ПНИ, и у них была возможность посмотреть на то, как они, в общем-то, в ПНИ находятся. Очень важно здесь сказать, что когда я была на Красной площади в этих очках, я проходила через Красную площадь в очках виртуальной реальности, и тогда меня задержали со словами, что в виртуальной реальности на Красной площади находиться нельзя, и отправили сначала в отделение полиции, а потом отправили в психиатрическую больницу. В психиатрической больнице меня очень быстро переодели, и я, в общем-то, стала такой же женщиной, как женщина в ПНИ, потому что мой вид, он ничем совершенно не отличался от жительницы ПНИ. И это был такой очень важный переход для меня, потому что сначала ты просыпаешься, и ты художница, и ты планируешь делать какую-то свою акцию, потом тебя задерживают, и ты становишься преступницей, и сотрудники полиции вменяют тебе какое-то правонарушение, а через несколько часов ты уже становишься заключенной психиатрической больницы, то есть, да, насколько быстро в России могут меняться различные роли, насколько быстро меняются наши идентичности. Для меня эта история вот именно про как раз-таки изменение этих идентичностей, которое может с нами очень быстро происходить. В финале акции я сожгла свой российский паспорт. Почему, как это все происходило? На самом деле паспорт очень такая важная вещь для людей, которые живут в закрытых учреждениях, и паспорта людей из интернатов, они хранятся в так называемых несгораемых сейфах. Еще с декларации, которая касается ПНИ, которая вышла в 1974 году, оттуда пошла такая практика, что паспорта вот так вот засовывают в эти сейфы, и люди не видят, не знают вообще, что такое паспорт, не знают, что у него есть какая-то, не знаю, идентификация, да, определенного рода. И, в общем-то, я решила как символический такой жест в очках виртуальной реальности сжечь свой паспорт российский, и для меня это тоже было, конечно, таким пространством для размышления о собственной идентичности российской женщины. Я, наверное, в какой-то момент тогда, мне кажется, связалась с этим межпространством ПНИ, межпространством истории, которые там были, межпространством, в общем-то, места, в котором я находилась, и на этом вот акция закончилась, продолжалась она всего 23 дня. В 2018 году мы вместе с моими коллегами Аленой Агаджиковой и Сашей Старостью в первый раз на 1 мая вышли с психоактивными лозунгами и плакатами. Что это было? Мы предложили людям с ментальными особенностями, психическими расстройствами как-то заявить о себе и рассказать о том, что их беспокоит, что их волнует. И мы собрались в такую небольшую психоактивную колонну и, в общем-то, вышли в составе 30 человек на 1 мая, на первомайскую демонстрацию. Нас тогда задержали, и это стало очень большим прецедентом, поскольку люди с психическими расстройствами достаточно сильно разозлились, наверное, такому ходу событий, и, собственно, после этого у нас стало развиваться психоактивистское движение, мы стали создавать различные группы поддержки, которые могут помогать людям с ментальными особенностями и психическими расстройствами, и наш такой основной лозунг: нас больше, чем вы видите, нас больше, чем кажется, я знаю свой диагноз, а ты. Мы задаем людям такой вопрос, нам кажется очень важным говорить в разных аспектах о психическом здоровье, о ментальных особенностях, и мы пытаемся как раз-таки это делать на самых разных площадках. Мы проводили различные фестивали, например, которые тоже были связаны с темой психического расстройства. И эти фестивали были на разных площадках, то есть нам было очень важно, чтобы люди как-то тоже консолидировались, чтобы люди как-то друг с другом взаимодействовали, и чтобы говорение о ментальных расстройствах переставало быть какой-то страшной, опасной темой.
В 2018 году я столкнулась с опытом переживания пыток. Это было связано как раз-таки с моей деятельностью. И, в общем-то, опыт переживания пыток натолкнул меня на такую акцию, как «Груз-300». «Груз-300» — это акция, которая проходила в Москве в 2018 году. Я забралась в такую некую клетку, и из клетки торчали мои разные части тела. Это была акция про посттравматическое стрессовое расстройство, потому что, конечно же, опыт пыток очень сильно тебя преломляет, опыт пыток очень сильно на тебя воздействует, и для меня было очень важно рассказать и показать людям, что после пыток, возможно, тоже есть какая-то жизнь, и, в общем-то, на этой клетке была табличка, где я рассказывала людям о том, что происходят пытки происходят в совершенно разных местах, пытки происходят в тюрьмах, пытки происходят в психиатрических больницах, пытки происходят в отделениях полиции, и тут было очень важно, как люди сами будут взаимодействовать с этим пыточным телом, то есть я предлагала консолидироваться таким образом, когда ты видишь, да, в публичном пространстве какую-то новую для тебя вещь, как ты на нее отреагируешь, как ты будешь с ней взаимодействовать. И вот здесь вот я как раз-таки пыталась исследовать реакции людей вообще, в принципе, на травму, и в рамках этой акции мы проводили также несколько перформансов, несколько различных спектаклей. Например, у нас был спектакль, который назывался «Груз-300». В рамках этого спектакля мы предлагали людям, в общем-то, подумать, насколько они, в принципе, готовы совершать насилие. И у нас, в общем-то, был такой достаточно интерактивный формат. Мы играли в игру, которая называлась «Шавка», и в рамках этой игры мы предлагали людям как-то вступить в какой-то конфликт игровой. И если людям удавалось через игровой конфликт как-то себя проявить, то, в общем-то, тогда мы тоже рассуждали вместе, коллективно, как травма на нас влияет и каким образом мы можем говорить о травматичных различных событиях. И людей было достаточно много на этом перформансе. Мы исследовали тогда достаточно разные аспекты травмы, то есть нам было важно, например, понять, насколько люди знают, что такое посттравматический синдром, насколько люди вообще, в принципе, готовы взаимодействовать с травмированными телами различными. И последняя моя акция называлась «Поругайся со мной», разговор как перформанс или перформанс как разговор, я ее называю. Я сделала ее, когда только начинался ковид, и я тогда столкнулась, в общем-то, с проблемой того, что возросло домашнее насилие, люди долгое время жили вместе, и им, собственно, как бы у них не получалось, да, как-то по-другому, кроме насилия, выяснять как-то свои отношения. И, в общем-то, мы вместе с моими коллегами стали предлагать людям, с одной стороны, поругаться, если у них есть такая потребность, и каким-то образом высвободить свои эмоции. С другой стороны, я предлагала людям в разных формах разговаривать о насилии и делиться своими историями, которые как-то связаны, в общем-то, тоже с переживанием разного рода насилия. Я получила тогда очень много разных историй. Это были истории, которые, например, связаны не только с тем, что люди переживают насилие, но и с тем, что люди совершают насилие сами. То есть акция была таким очень важным пространством, в котором люди могли рассказать о том, что они тоже совершают насилие. И мы как-то старались исследовать разные такие вот категории, в которых можно говорить, что ты не только подвергаешься насилию, да, но что ты еще это насилие совершаешь, что очень важно, и таких пространств не существовало. И говоря про консолидацию, как раз-таки в рамках этой акции мы создавали различные группы поддержки, которые были связаны с помощью тем, кто пережил насилие, или с помощью тем, кто совершает насилие. И, в общем-то, в рамках этой акции родилось несколько групп поддержек в разных городах, например, в Краснодаре и в Екатеринбурге.
Санкт-Петербурге у нас получилось создать такие сети взаимодействия, сети взаимопомощи, в которых женщины могли делиться разными историями, в которых женщины могли, ну, тоже как-то друг с другом взаимодействовать и создавать пространство, в котором можно разговаривать на сложные темы, в котором не страшно говорить о травме, в котором можно как-то немного прожить, да, свои эмоции, с которыми как-то вот люди связывают насилие, в принципе. У меня на этом на самом деле сейчас все. Я хотела вам рассказать про третью волну акционизма, как про волну акционизма, которая помогает нам в консолидации, которая помогает нам во взаимодействии с различными людьми, и буду рада ответить на какие-то вопросы. Большое спасибо за эту презентацию. Я обратила внимание на то, что очень легко перейти из пространства, в которой наши акции считаются легальными, легитимными, что мы не криминальный элемент, пространство, в котором мы изолированы. Я думаю, что и в России, и в Польше, может, не в такой степени, но это достаточно часто происходит, и часто акции, которые используют инструменты искусства, они лимитированы и ограничиваются. Ну, при случае хотела бы немножко как бы больше на эту тему сказать. Я думаю, что у наших гостей тоже будут какие-то примеры подобные. У меня есть тоже какие-то биографии. Я думаю, что стоит поговорить об этом. Спасибо. Ну, на самом деле, действительно, в России у нас есть огромные сложности с тем, чтобы делать что-то в публичных пространствах. И, как я говорила, у нас есть статья 20.2, это несанкционированная организация мероприятий, под которую, в общем-то, все попадает совершенно. Нам тогда сказали на Красной площади, что даже если бы вы раздавали, например, здесь мороженое или играли на каком-то музыкальном инструменте, мы бы все равно вас задержали и все равно впаяли бы вам эту статью. То есть огромное количество штрафов, огромное количество арестов связано с этой статьей, и, конечно, ну, то есть я просто не упомянула об этом, но практически каждая акция, она сопровождалась задержанием и сопровождалась тем, что сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом, у нас такой тоже есть, в общем-то, пытались как-то меня преследовать. W Polsce tutaj jest wykorzystywany inny artykuł, jest to obraza uczuć religijnych. В Польше используется другая статья. Это оскорбление религиозных чувств. И очень часто это именно касается таких мероприятий артистических, каких-то художественных. Софья, кажется, у вас был какой-то вопрос? На самом деле нет. Я пыталась придумать, но что-то пока не пришло ничего в голову. Просто скажу вообще спасибо, что вообще дали возможность познакомиться с вашей деятельностью, потому что, к сожалению, раньше ну ладно, наверное, совру, что не приходилось, но что-то не знакомилась почему-то. Вот. Я, в принципе, сама довольно-таки заинтересована в теме акционизма и активизма. Вот, поэтому, в принципе, спасибо за ваш доклад. Спасибо. Так, я не вижу пока, что еще от кого-то были бы вопросы. У меня есть вопрос. Jeszcze jest pytanie na czacie. Катаржина, хочешь задать вопрос? Еще вопрос на чате. Есть вопрос на чате какой-то. Он на польском, я, к сожалению, его не могу понять. Ты могла бы поделиться историями о сотрудничестве с лицами, когда ты была в какой-то институции? Это вопрос. Можешь ли ты поделиться историями, касающимися сотрудничества с людьми, когда ты была в каком-то учреждении? Ага, в институции, в учреждении, наверное, в смысле, когда тебя задержали, или когда ты была в...
виду? Институции как художественные институции или институции типа психоневрологических интернатов, детских? Зофия, Катрин попросила уточнить, в каких именно институциях, потому что такое широкое понятие институции, как вот... Я перевела. Все, сейчас понятно, это центры для Я психически и имела в виду нервно там, где вы больных. находились в тех учреждениях Или с для какими-то психически расстройствами больных нервными или или же для психическими. Это имелось в виду. людей с нервными расстройствами. Поделиться какими-то историями из ПНИ, правильно? Ну да. Мгм. Ну, на самом деле, вот одна из историй, которая меня подтолкнула вообще к тому, чтобы как-то с интернатами взаимодействовать, это история, когда я сидела с мужчиной по имени Валера, и Валера, в общем-то, не понимал, сколько сейчас времени, и не понимал, какое сегодня число, какой сегодня месяц. И, в общем-то, тогда я поняла, что это очень такая болезненная тема, когда ты живешь в пространстве, в котором тебе все равно, сколько сейчас времени, в котором тебе все равно, сколько сейчас, какое сегодня время года, в котором тебе все равно, какой сегодня месяц. И мне тогда стало очень страшно от этой мысли. Для меня, наверное, изоляция, она как раз-таки вот таким образом и выглядит, что ты совершенно оторван от времени и пространства, ты совершенно оторван от какого-то взаимодействия с людьми, ты совершенно как бы не чувствуешь того, что происходит как бы вокруг тебя, что происходит рядом с тобой, но также мы, например, сталкивались с огромным количеством разного рода насилия, к сожалению, в интернатах это тоже есть, и вообще на занятия к нам пускали только определенное количество людей, то есть это были люди, которые, ну, в общем-то, каким-то образом нравились директору, которые, в общем-то, ну, были такими вот людьми, которых все время можно было куда-то отправлять для того, чтобы они проходили разные занятия, и, к сожалению, людей с какими-то действительно серьезными особенностями их держали на этаже, этаж этот был закрыт, и туда было совершенно никак не попасть, и нам было очень сложно на тот момент, мы не понимали, как можно вообще с этой проблемой взаимодействовать, но по чуть-чуть мы как-то ходили в интернат, и у нас вроде как понемногу получалось достучаться до руководства, и в какой-то момент люди стали из закрытых вот этих этажей, люди стали к нам тоже приходить. Было несколько историй, которые были связаны также с сексуальным насилием, и было несколько историй, которые были связаны с абортами. В общем-то, есть такая проблема в ПНИ, что к сожалению, люди не могут строить никаких отношений между собой, у людей отсутствует вообще возможность иметь партнера какого-то, и ровно поэтому все, что связано с каким-то сексуальным контактом, является в интернете под большим запретом, и аборты делают насильно, то есть тоже женщинам, которые, в общем-то, находятся в ПНИ, они сталкиваются тоже с вот этой вот с такими насильственными абортами. Это тоже очень такая проблемная, мне кажется, тема. И было, конечно, были несколько еще историй, которые связаны с физическим насилием. Мы тоже узнавали, что людей избивают, что они подвергаются, в общем-то, разного рода такому вот именно физическому насилию, и, к сожалению, у нас на тот момент не было никакой возможности этому противостоять. Мы могли жаловаться, и мы жаловались так по чуть-чуть совсем, но это не возымело никакого эффекта, к сожалению. Вообще, если говорить о людях в психоневрологических интернатах, то любых людей с воли, любых людей с открытого городского пространства люди с ПНИ воспринимают как каких-то святых, потому что есть вот это вот жесткое разделение на тех, кто свободен, и на тех, кто не свободен. И поэтому для людей из интернатов, люди, которые могут свободно распоряжаться своим временем, могут свободно передвигаться в городе, это какие-то очень особенные люди, люди, у которых есть какой-то дар, то есть они вот так вот воспринимают нас с вами, и, конечно, это восприятие, оно тоже достаточно сильно мешает иногда какому-то контакту, мешает какому-то взаимодействию, которое можно было бы здесь как-то простроить. Кира, у тебя был какой-то вопрос?
Да, я читала твою статью в художественном журнале как раз вот об этой акции «Между здесь и там», и меня вот одни слова, они меня очень поразили. Однажды я не смогла снять очки, потому что это перестало казаться актом освобождения. Свобода перестала восприниматься как норма, а значит, на время прекратила существовать. И еще меня поразили твои мысли, о которых я вот хотела просить тебя немножко рассказать, о норме и не норме, о том, когда норма попадает в контекст публичности, и очевидно, что это не норма, или даже не то, что не норма. Вот я просто хотела тебя попросить рассказать о том, ты как понимаешь норму, не норму, потому что ты работаешь в этом в контексте публичности. Это просто такая какая-то сложная мысль, и важная, она мне очень важной показалась, и я хотела, чтобы попросила об этом рассказать. Когда вот эта норма, скажем, вот этой институции насилия, да, или тотальной институции попадает в контекст публичности, ну, например, вот этот 21 день, когда, о чем ты говорила, я забыла, 21 день, когда идет реабилитация или что-то в этом роде. 21 день амбулаторного лечения в больнице. Да, например, когда вот эта вот норма тотальной институции попадает в контекст публичности и воспринимается как не норма, а как что-то, что не должно существовать, и за это тебя заключают в то же самое пространство, откуда ты эту как бы норму приносишь и на уровень вот этой публичности выводишь. Вот эти вот... Сложные вопросы. Это даже не вопрос, это я, наверное, просто вот когда я себе все это представила, вот именно что ты раскрываешь при помощи своих практик, и ты сама выступаешь как бы субъектом переживания этих практик. Если даже ты их сначала не переживаешь в этом пространстве, в которых ты за ними наблюдаешь, но потом, выводя в контекст публичности, ты их переживаешь на себе. Так, ага. Хотела передать слово Софии Савиной. У меня произошли небольшие неполадки с телефоном, но я здесь. Всем здравствуйте еще раз. Я хотела бы сразу предупредить, мне периодами легче говорить, периодами легче писать. И в данный момент жизни мне легче писать, поэтому я написала для себя текст, и для вас его сейчас произведу. Так что, извините, если мой рассказ будет не совсем рассказ, а больше как чтение. Вот. На данный момент мне так проще. И мне безумно страшно, поэтому я волнуюсь. Ну ладно, все, начну. Так, всем привет. Еще раз, я София Савина, я из России, и мне здесь сложно. Я не чувствую себя здесь в безопасности. Мне не всегда здесь комфортно находиться на улицах городов. Я не могу говорить о том, что я считаю важным для обсуждения. Я не могу заниматься тем, что меня по-настоящему интересует, потому что я не чувствую себя в защищенности. Вообще хочу чувствовать защищенность себя, хочу чувствовать эту поддержку от социума, от структурных институций, потому что они для этого и нужны, поддерживать людей, которым нужна эта поддержка. Я художница, феминистка, исследовательница искусства и актриса активистского молодежного театра «Мэрок». Наша режиссеркой была Юлия Цветкова. Спасибо. Она создала в нашем театре атмосферу защищенности, которая как раз так и нужна творцам, да не только творцам, вообще, в принципе, всем людям, я считаю. Скажу вообще от лица всех актеров театра «Мэрок» сейчас. Мы очень благодарны Юле и Анне Леонидовне. Анна Леонидовна — это мама Юлии Цветковой. Она играет такую же важную роль в выстраивании нашего театра, в появлении нашего театра, появлении нашей студии и создании этой атмосферы принятия и защищенности. Она художница, педагогиня и очень давно работает с детьми, у нее невероятный опыт. Вот. Хочу выразить благодарность за созданное мини-сообщество из нас и поддерживающих нас людей в городе со своей экологичной системой принятия и воодушевления. Создание
такой принимающей взаимосвязи между всеми участниками и друзьями театра является сложной структурой принятия на всех уровнях человеческих отношений. Принятие, наверное, одно из главных слов, которое может раскрыть секрет наших театральных будней. Юля вела интерсекциональную деятельность. Мы обсуждали экологический активизм, мы делали проект «Добро-арт». В нашем городе, в Комсомольске-на-Амуре, иногда появлялись фигуры из бутылок, сделанные с скотчем разного цвета. Это как раз были наши фигуры. Мы говорили об активизме, об экологическом именно активизме и хотели... В общем, мы создавали эти фигуры из использованных бутылок и хотели поддержать, чтобы, люди не выбрасывали мусор бездумно, а хотя бы его как-то перерабатывали и заботились об этой теме, чтобы вообще, в принципе, привлечь к этому вопросу. Вот. Мы говорили и об бодипозитиве, например, наши легкие танцы в театре, когда мы учились танцевать, вообще не задумываясь о том, как на нас смотрят, что мы делаем, как двигается наше тело. Мы танцевали просто, как мы могли это делать, и на самом деле получалось очень круто, потому что мы в какой-то момент освобождались и чувствовали легкость и свободу. Вот. Или, допустим, наши околомедитативные практики на принятие своего тела. К примеру, у меня есть личная история, связанная с принятием своего тела. Я замечала, я не замечала, когда я была в театре, что я чувствую себя супер уверенно, но когда наш театр прекратил свою деятельность, я через месяц, через два начала терять вот эту уверенность в себе. Я стала менее уверена в себе, я стала меньше интересоваться какими-то вопросами, потому что я не чувствовала вот эту уверенность в жизни, уверенность в себе. И когда я была в театре, я принимала, во-первых, свое тело на 100%, во-вторых, принимала свои способности на 100%. Вот. И это все как раз создавала Юля в нашем театре. Да, мы говорили о культуре насилия и буллинга, о домашнем насилии, о феминизме и об истории великих женщин, об истории театра, истории нашей страны. Вот. Мы учились легко рисовать, правильно задавать вопросы, вести переговоры и конструктивные споры, придумывать идеи и быть креативными. Вдобавок, Юля занималась не только нашим театром, она вела очень много пабликов с полезными статьями и постами, паблики про феминизм, паблик про половое воспитание, про фундамент, про изучение, про обучение, в принципе, со своими собственными работами. Вот. В какой-то момент в нашу деятельность включилась постановка спектакля, и мы сразу ставили что-то необычное, мы сразу выделялись на фоне классических театров и постановок. Как я знаю, Юля училась в Лондоне на режиссера, и, в принципе, я думаю, из-за этого все техники в нашем театре были максимально авангардные для нашего города. Вот. Плюс Юля огромный, в принципе, запас знаний из разных источников. Я даже, наверное, немного завидую, но эта зависть такая больше плодотворная, которая стимулирует меня к изучению новых вопросов, новых тем. Вот. Как мне кажется, те практики, которые мы применяли в театре, можно использовать в любом пространстве, потому что они приводят к освобождению своего тела из рамок условной нормальности. Нормы вообще не существует. Норма — это социальный конструкт, который вредит только людям, потому что невозможно ненасильственно уравнять общество. Юлю обвиняют совершенно безосновательно по статье 242 УК РФ. Я не буду говорить, насколько это неправильно и как это ужасно, потому что мы сами это понимаем. Не хочу рассказывать, если честно, про эту ситуацию, потому что она абсурдная, запутанная, про нее можно прочитать на сайтах. Вот. Мне кажется, нужно вести плодотворные беседы, нежели чем обсуждать факты. Вот. Чтобы моя речь была продуктивной, я постараюсь дать вам нужное количество информации для того, чтобы вы сами поразмышляли над решением проблем. Более того, важно не только поразмышлять, как мне кажется, но и попробовать их применить в своей жизни. Вот, хотя бы минимальным способом, ведь только действие приведет к изменению. Да, вот скидывают ссылки в чате, по ним можно все прочитать. Допустим, представим, существует город на окраине страны, не богатый и не бедный, не яркий, не серый, такой обычный.
Вы там многих знаете, многие знают вас. До города очень долго доходят авангардные идеи, иногда даже вообще не доходят. Жить в городе, терпимо. Об инклюзии не идет и речи, о постинклюзии вообще не слышат и не говорят. О принятии различностей тоже молчат, домашнее насилие замалчивают, и в этом городе существуете вы. Вы, в принципе, многое повидали, вы активно боретесь за права групп приоритетного меньшинства, тебе или вам не нравится, что происходит в этом городе. И теперь вопрос, а как сформировать то принимающее сообщество, которое так активно в больших городах? Естественно, вы не будете мириться с ситуацией вокруг тебя, захотите сделать что-то лучшее для вашего города, потому что это ваш родной город, и вы хотите, чтобы там было так же приятно и так же свободно жить, как и в больших городах, где сформировано сообщество принятия. Вот. Мы как раз с Юлей в нашем театре верили в идею хорошей жизни в нашем городе. Мы принимали его и пытались изменить. Но, к сожалению, мы напоролись на вилы. Мы были не защищены настолько, чтобы продолжать деятельность. И, к сожалению, пришлось ее прекратить. Вот. По данным исследований, лекция – один из сильнейших инструментов в передаче информации людям. Можно, допустим, устраивать лекции, где рассказывать о темах, о которых не принято говорить. В таких вещах, мне кажется, нужно быть максимально открытым к разным спикерам, не ранжировать их по знаниям или по статусу. Важно принимать любого человека. А еще важный момент – в первую очередь нужно самим научиться быть принимающим человеком, потому что принятие – это не то, что происходит по щелчку, и не то, что в первую очередь должно идти от других людей. Одной темой, о которой мы говорили, было домашнее насилие. Это было безумно сложно обсуждать, потому что мы вообще привыкли молчать. Мы даже не думали, что об этом можно разговаривать. Но важный факт, нас никто никогда не давил, чтобы мы рассказывали какие-то свои собственные истории. Вот. Мы даже, скорее всего, даже никогда не обсуждали собственные истории актеров и актрис театра. Каждый держал их при себе, но при этом мы про них вспоминали, когда мы играли спектакли, когда нам приходилось об этом говорить. Вот. Мы это держали где-то внутри. Как я читала на сайте о нашем мероприятии, где шло рассуждение о нормальности, нам нужно больше историй о практиках заботы и доступности. На опыте нашего театра и мини-сообщества, которое сформировалось вокруг нашего театра, я попробую дать свой собственный субъективный рецепт доступного творческого пространства. Вот. Создавая что-либо, в принципе, мне кажется, важно иметь цель. Она не обязательно должна быть какой-то великой, масштабной. Цель может быть абсолютно любой. Создание постановки, совместные акции искусства, место расслабления или отдыха от внешнего мира, или просто атмосфера дружбы и добра. Вообще цель может быть любой абсолютно. Мне кажется, дальше важно подумать над тем, что будет объединять и привлекать людей в ваше пространство. Грубо говоря, чем вы там будете заниматься, отталкиваясь от своей цели. Возможно, у вас там будут проходить лекции или уроки танцев, или будет это мастерская, где вы сможете объединить художников, которые будут создавать инсталляции. Вот. Продумывать правила вашего пространства тоже имеет значение. Ничего сверхординарного не стоит придумывать. Просто отталкивайтесь от своих внутренних моральных установок, от тех правил, которые будут плодотворно влиять на деятельность людей. Вот. Всегда важно помнить о различиях. Люди все разные, со своими интересами, со своими возможностями. Не стоит подстраивать правила исключительно под одну определенную группу. Важно думать о людях шире, даже если ваши представления и так широкие, они могут быть еще шире. Вот. Только в этом случае можно приступать к составлению правил. Еще один важный фактор – это инфраструктура. Важно не только теоретически подразумевать о людях с разными возможностями, но и практически. Стоит создать комфортную, расслабленную обстановку для всех людей. Об этом, если неизвестно, как создавать такую атмосферу для всех людей, то можно об этом почитать, изучить, конечно, 100%. Это нужно делать, потому что изучая, вы будете получать новые знания, и на базе их вы сможете сделать какие-то новые открытия для своего пространства. Чтобы можно было удобно посидеть, полежать, также это пространство должно быть комфортной и обеспечивать внутреннюю безопасность людям, потому что, это очевидно. Вот. Как у нас было в театре, если нам было
супер плохо, супер грустно или у кого-то что-то не получалось, мы всегда имели право, мы всегда могли пойти куда-то сесть в угол, забиться, взять какую-то подушку, взять пряник и есть его или печеньку, неважно. Мы могли уйти в себя даже во время репетиции. Никто бы на нас не накричал, не сказал, а что ты там сидишь, а что ты там делаешь. Мы всегда имели на это право, и, скорее всего, это очень помогало в создании вот этой безопасности для нас. Ну вот, скорее всего, это все основные моменты для создания доступного пространства, каким был, например, наш театр. Вот. По крайней мере, по такой схеме было создано наше пространство доступности, и нам в нем было хорошо, интересно и открыто. Вряд ли кто-либо сможет сказать, что ему было некомфортно в театре. Вот. Мне кажется, основываясь на опыте в завершении, мне кажется, основываясь на опыте нашего театра, нужно в каждом городе, или можно в каждом городе, не обязательно, конечно, создать такое сообщество без определенных социальных и близких рамок, без дискриминации, буллинга, без нормализации насилия с активистскими интересами. Общество, которое будет заниматься просвещением, улучшением городского пространства, организацией мероприятий с учетом постинклюзии. Не нужно циклиться на больших городах и оправдывать себя этим. В каждом городе есть люди, которые нуждаются в доступности и принятии. И более того, в каждом городе есть люди, которые готовы его создать и обустроить. Действуя локально, мы будем способны менять глобально. Пожалуй, это все сегодня от меня. Спасибо большое, Соня. Я напомню, что преследование Юлии Цветковой началось с постановки «Голубые и розовые», в создании которой участвовала София. Вот, а на данный момент Юлю судят по статье 242 «Распространение порнографии». Юля создала паблик «Монологи вагины», в которых были изображения вагины или вульвы. И этот паблик был посвящен дестигматизации женского тела, дестигматизации этого органа, и на сегодняшний день ее судят, и суды проходят в закрытом режиме. То есть они закрыты от общественности, эти суды. Вот, и мы скинули ссылку на сайт, в котором тоже написано, как Юлию Цветкову на сегодняшний день можно поддержать. И описана подробная история ее преследований, история ее арт или активистских практик. Кстати, спасибо всем, кто пишет мне поддержку в чате. Я обязательно сейчас почитаю, я там мельком увидела. Спасибо вам большое, мне очень приятно. Ja jestem bardzo onieśmielona tym wydarzeniem i tym, że jestem wśród takich wspaniałych osób. I będę chciała dzisiaj powiedzieć trochę o moim aktywizmie na podstawie tej historii, która tutaj się toczy w Polsce i jest to historia kobiet z niepełnosprawnościami. Ja od 20 lat zajmuję się, można powiedzieć, aktywizmem osób z niepełnosprawnościami, natomiast jako 46-latka i kobieta z niepełnosprawnością jakby bazuje też na historii swojej niepełnosprawności i jakby w moje ciało jest wpisane doświadczenie przemocy, dyskryminacji, tej systemowej i tej medycznej i tej, która ma miejsce w różnych miejscach w naszej przestrzeni publicznej i na początku starałam się jakby wykorzystać tą moją historię, będąc aktywistką, pracującą w organizacjach pozarządowych na rzecz praw kobiet i na rzecz praw kobiet z niepełnosprawnościami. Dlaczego to podkreślam? Ponieważ
zarówno organizacje osób z niepełnosprawnościami w Polsce, jak i do niedawna organizacje feministyczne w Polsce nie brały pod uwagę sytuacji kobiet z niepełnosprawnościami, która doświadcza dyskryminacji krzyżowej, i jeżeli weźmiemy również pod uwagę to, że kobiety z niepełnosprawnościami jakby dodatkowo, nie wiem, mają różną orientację psychoseksualną, zamieszkują w różnych miejscach, no to sytuacja się komplikuje. Ja pracowałam przez jakiś czas tutaj, wspominałyście dziewczyny, moje przedmówczynie wspominały o sytuacji w domach pomocy społecznej. Mnie się przypomina, kiedy pracowałam kilka lat w domu pomocy społecznej i potem jakby do tej pory obserwuję tę sytuację, która jest, i widzę bardzo dużo podobieństw w tym, że mimo że aborcja jest zakazana w Polsce, to tej aborcji, jak pokazują badania, dokonuje się w domach pomocy społecznej, dokonuje się też sterylizacji. Będąc w domu pomocy społecznej, pracowałam jako terapeutka zajęciowa. Był to dom pomocy społecznej, w którym znajdowały się osoby z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną. Jak ja pierwszy raz tam poszłam, zobaczyłam swego rodzaju getto. Były tam 2 duże bloki, w każdym mieszkało po 100 kilkanaście osób. I kiedy przyglądałam się tej pracy, to w większości na dyżurach było kilku opiekunów bądź opiekunek. Osoby miały zabierane jakby pieniądze, wydzielane raz na tydzień, i przypomniało mi się, jak opowiadałyście tutaj o domu pomocy społecznej, przypomniało mi się wydarzenie, kiedy próbowałam zrobić przedstawienie o historiach kobiet z mieszkankami domu pomocy społecznej, co spotkało się z bardzo dużym jakby i zaskoczeniem, i z niezgodą, ponieważ cały mój scenariusz został poddany ocenie i cenzurze w związku z tym, co ma się tam znaleźć. W ostateczności jakby przedstawienie miało miejsce, no niemniej jednak bardzo mocno pamiętam całą tą sytuację, ponieważ no pierwszy raz się z tym spotkałam, żeby jakby przedstawienie o historii kobiet było tak w tym miejscu jakby podważane. Pracowałam przez wiele lat z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną, ale główna moja praca opierała się na walce o prawach kobiet z niepełnosprawnościami, które w Polsce mają bardzo, bardzo trudną sytuację, i ta sytuacja dodatkowo komplikuje się w obecnych realiach społeczno-politycznych. Głównym widzę kilka przyczyn. No wiadomo, że to patriarchat, że to kapitalizm. Bardzo dużą rolę, winą obarczam Kościół katolicki w Polsce, i też to, w jaki sposób kobiety z niepełnosprawnościami są upupiane, uprzedmiotawiane w naszym kraju. I jakby bazując na swojej historii, przestałam jakby zajmować się aktywizmem w organizacjach pozarządowych, ponieważ bardzo mocno mnie to wypaliło. Jestem kobietą, która doświadcza stresu mniejszościowego, doświadczyła właśnie wypalenia i zespołu stresu pourazowego, i postanowiłam przestać jakby pracować na rzecz tej większości, a skupić się na mniejszości, i od 5 lat zajmuję się tańcem, performancem, aby zwrócić uwagę na sytuację kobiet z niepełnosprawnościami. Dlatego ważną dla mnie
ważnym dla mnie jakby zdaniem jest to, że aktywizm można tańczyć. Ja może opowiem, jest to zdanie napisane na niebiesko i jest ono na żółtym tle. Co dalej? Dla mnie mój taniec jest formą oporu przed tym, jak traktuje się kobiety z niepełnosprawnościami, jak Kościół katolicki, jak rząd polski traktuje kobiety z niepełnosprawnościami. Głównie skupiam się właśnie na tym, ponieważ sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami jest różna, inna niż sytuacja kobiet i sytuacja mężczyzn z niepełnosprawnościami. Nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce prawnie jest jakby dozwolone ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnościami, co oznacza, że osoby te nie mogą podejmować decyzji we własnym imieniu. Dla mnie jakby przez to, że jestem osobą niskiego wzrostu i jakby zauważyłam, że jestem hiperwidoczną osobą, postanowiłam wykorzystać to jako formę oporu i formę aktywizmu. Bardzo zależało mi na tym, aby przejąć kontrolę nad swoim ciałem, przestać się bać i wykorzystać scenę jako miejsce przejmowania przestrzeni i jakby pokazywania, naświetlania tej sytuacji, która ma miejsce. Jakoś się tak stało, że generalnie wszystkie przedstawienia, no w sumie nie było ich też dużo, ale jakby wszystkie aktywności jakby aktywistyczne, w które się angażowałam, dotyczyły przemocy. Bardzo ważnym dla mnie taką wydarzeniem jest coroczna akcja One Billion Rising, czyli taniec przeciwko przemocy, który ma miejsce 14 lutego każdego roku w kilkudziesięciu państwach i w tym samym czasie kobiety, które jakby chcą zwrócić uwagę na zjawisko przemocy wobec kobiet, jakby wychodzą na ulicę i tańczą ten sam taniec. I jakby w Polsce jakby przez kilka lat zwracałyśmy uwagę właśnie na sytuację kobiet z niepełnosprawnościami i to, jak doświadczają przemocy, ponieważ one doświadczają przemocy, jakby 80% kobiet z niepełnosprawnościami doświadcza tej przemocy. I jakby ja postanowiłam wziąć udział w tym jakby flashmobie, ze względu na to, żeby zwrócić uwagę na to, ale żeby pokazać, że jestem również osobą doświadczającą tej przemocy. Od dzieciństwa, pamiętam, że taki pierwszy mój performance, który nie był jakby pod moją decyzją, to było wystąpienie w szpitalu uniwersyteckim, kiedy zostałam wystawiona jako kilkunastolatka, w majtkach i w podkoszulku naprzeciwko studentów, którzy uczyli się jak na przedmiocie o tym, jaka ja jestem jakby inna i teraz widzę, że nienormalna. Jakby postanowiłam to wykorzystać w swoich działaniach i jakby przejąć właśnie kontrolę i pokazać, że to ja w tym momencie jakby mogę opowiedzieć swoją historię, mam prawo do opowiedzenia i jakby chciałabym też, no tak, że oprócz tego, że ta historia dotyczy niepełnosprawności, dotyczy ona również tego, że jestem osobą genderqueerową. Wzięłam ślub z osobą transpłciową i w tamtym roku, właśnie również 14 lutego, wzięliśmy ślub i dla mnie to był swego rodzaju również performance,
ponieważ w Urzędzie Stanu Cywilnego mój mąż Emil powiesił sobie na krześle flagę osób transpłciowych, ja sobie powiesiłam flagę tęczową, co jeszcze z tyłu całe towarzystwo miało tęczowe flagi i co spotkało się z bardzo dużą jakby konsternacją pani, która dawała nam ślub. Nasz ślub trwał chyba z 5 minut, nawet nie, ale jakby mieliśmy taką dużą satysfakcję, że zrobiliśmy to po swojemu i, że tak powiem, squeerowaliśmy ten ślub i był to swego rodzaju protest na to, że jakby osoby zarówno z niepełnosprawnościami, które są ubezwłasnowolnione, jak i osoby queer nie mogą jakby zawrzeć w Polsce związku małżeńskiego, jeżeli tego chcą, czy tam związku partnerskiego. Spotykaliśmy się z tym, że jakby 14 lutego, to Dzień Zakochanych, wspaniale, dla nas właśnie bardzo duże miało znaczenie to, że to jest czas właśnie, kiedy odbywa się One Billion Rising i naszym pierwszym ślubnym tańcem było to, że poszliśmy wszyscy i zatańczyliśmy przeciwko przemocy. Jeżeli chodzi o dalej ten temat przemocy, to 6 lat temu stowarzyszenie, w którym byłam współtwórczynią, Stowarzyszenie Kobiet z Niepełnosprawnościami Strefa Wenus z Milo, w ramach właśnie akcji 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet, który to jest jakby kolejny jakby czas, kiedy zwraca się uwagę na ten problem, który ma miejsce między 25 listopada a 10 grudnia. Postanowiłyśmy jakby zrealizować spektakl pod tytułem Poruszenie, w którym zwróciłyśmy uwagę na jakby dyskryminację kobiet, ale również zinternalizowaną dyskryminację. To jak same jakby krzywdzimy siebie przez to, jak jesteśmy krzywdzone przez innych. Zwróciłyśmy również uwagę w tym przedstawieniu na to, że seksualność kobiet z niepełnosprawnościami jest tematem tabu i w tym przedstawieniu bardzo mocno jakby próbowałyśmy jakby postawić publiczność trochę, żeby wyszła spoza strefy komfortu. W pewnym momencie zgasiłyśmy światło na scenie, będąc blisko widowni, zaświeciłyśmy nagle światła na widowni. Skierowane były te światła na widowni, co spotkało się z bardzo dużym jakby komentarzem jednej z osób, że to była opresja na osoby, że to był jakby, opresja na osoby, które oglądały ten spektakl. Ja odpowiedziałam na to tak, że osoby, które biorą udział w spektaklu, mogą zdecydować i wyjść. Natomiast my z niepełnosprawności nie jesteśmy w stanie wyjść i tej przemocy doświadczamy jakby bez względu na to, gdzie się znajdziemy. Jakby chciałabym przeczytać teraz tekst, który napisałam do tego przedstawienia i jest dla mnie takim osobistym jakby zebraniem moich doświadczeń związanych z przemocą. Wiem, jak wyglądasz, jaki masz głos, zapach, dotyk i smak. Kiedyś widziałam cię jako lekarza, który badał mnie bez mojej zgody, gdy spałam w szpitalnym łóżku. Ciągle zauważam cię w spojrzeniach ludzi i wycelowanych we mnie jak pistolety palcach. Słyszę cię w słowach karzeł i ślepa oraz w szyderczym teraz ty jakiejś urzędniczki. Wyławiam cię też w swoich ustach, gdy wykrzykuję do niej: na ty to tramwaj staje. Śmierdzisz typem, który na przystanku przekroczył moje granice, przyklejając się do mnie. Czasem klepiesz mnie po głowie czyimiś rękami, a czasem podnosisz do góry, zabierając mi grunt spod nóg. Próbowałam cię wiele razy, więc wiem, jak smakujesz. Najpierw jest słono,
a potem na długo pozostawiasz po sobie gorycz. Mam wrażenie, że karmiono mnie tobą wszędzie. Przez lata jadłam cię wszystkimi porami mojego ciała. Najpierw grzecznie, potem krzywiąc się w ukryciu, aż w końcu się tobą pożygałam. Gdy skończyłam żygać, zaczęłam krzyczeć dość. Nie zgadzam się na ciebie. Nie idziesz ze mną dalej. Jeśli to zrobisz, to cię zatrzymam i ostrzegę przed tobą inne osoby. Mam przed tobą przewagę, bo wiem, jak wyglądasz, jaki masz głos, zapach, dotyk i smak. Ten tekst jakby dał mi, jest moim przypomnieniem też, że mogę jakby wykorzystać to doświadczenie, żeby pracować z innymi kobietami i uświadamiać je, czym jest przemoc, jakby likwidować mity na temat przemocy, jakby rozprawiać się z tymi mitami, a także jakby doprowadzać do wzmacniania empowermentu tych kobiet. Dlatego też jakby zajmuję się prowadzeniem treningu asertywności i samoobrony dla kobiet w Endo. Kiedyś, kilka lat temu, będąc poddawana rezonansowi kontrastu, to jest takie badanie, gdzie prześwietla się mózg i jakby przy takich bardzo niewygodnych, trudnych dźwiękach, zaczęłam sobie przypominać różne sytuacje i żeby przeżyć jakby to trudne doświadczenie związane z badaniem i z tymi dźwiękami, zaczęłam sobie wyobrażać to, że mogę moje ciało dostosować do tego dźwięku i tak zrodził się mój performance pod tytułem Rezonans kontrastu, który jest jakby prześwietleniem tego systemu, dla którego jestem przedmiotem, dla którego kobiety z niepełnosprawnościami i w ogóle kobiety są przedmiotami, tak? Gdzie są poddawane medycznym jakby, no nie boję się tego użyć, doświadczeniom i jakby tym, że jakby ich ciało nie jest traktowane jako ich ciało, zabiera się możliwość podejmowania decyzji temu ciału. Wykorzystałam tutaj do tego performance'u krzesło medyczne, na którym bardzo często siedziałam i jakby próbowałam też pokazać, jak zostało ono też medycznie jakby uprzedmiotowione. Moje oczy, które posiadają, w związku z tym, że mam oczopląs, te oczy, widzowie nigdy nie wiedzieli, w którą stronę ja patrzę. I to z kolei znowu ma ich wybić ze strefy komfortu. Jakby bardzo staram się zrobić tak, aby jakby widz przestał, żeby zrobiło mu się niewygodnie, tak? I jakby żeby zaczął myśleć o tym, jak się żyje kobietom z niepełnosprawnościami, jak się żyje osobom queer, jak się żyje osobom, które jakby doświadczają dyskryminacji krzyżowej. Kolejnym performance'em, w którym wzięłam udział, jest performance, w którym reżyserką była Justyna Wielgus. Był to performance pokaz, w którym zdecydowałam się wystąpić nago, tylko ubrana w jakby przeźroczyste, siateczkowe ubranie. I jakby bardzo duże znaczenie miało dla mnie to, ponieważ spektakl mówił o tym, jak osoby z niepełnosprawnościami są widzialne, jak są hiperwidzialne, ale też jak są niezauważalne, jak ich potrzeby są niezauważalne. I bardzo ciekawe było to, kiedy wyszłam na środek i jeden z aktorów zapytał ludzi, co widzisz? I osoby zauważały rzeczy, o których nie wiedzą, że jestem odważna, że jestem silna, ale jakby bardzo, jakby dopiero potem zaczęły pojawiać się słowa, że nie wiem, że mam piersi, tak, że mam cipkę, że mam krótkie włosy. Jakby znowu zaczęto odtabuizować to, jak wyglądam i że jednak to moje ciało jest.
dla mnie sztuka i tworzenie jest wolnością i formą emancypacji, ale zdaję sobie też sprawę, że jest wielkim przywilejem, ponieważ nie każda osoba z niepełnosprawnością, nie każda kobieta może sobie na tą sztukę pozwolić, na robienie rzeczy nie może sobie pozwolić, na aktywizm nie może sobie pozwolić, w związku z tym, że jakby nie mamy dostępnych instytucji kultury, nie mamy dostępnych przestrzeni, w których możemy działać i w związku z tym, że jakby jesteśmy bardzo traktowane charytatywnie, upupiająco i ze względu na to też, że nasz rząd jakby coraz bardziej jakby ogranicza nasze prawa i dlatego ja chcę pamiętać, że to, co robię, jest moim ogromnym przywilejem. I jakby no to jest dla mnie jakby ostatnio bardzo dużo o tym myślę. I ostatni slajd. Dla mnie moje życie jest performance'em. Zdałam sobie z tego sprawę jakiś czas temu, kiedy byłam w Szwecji na laboratorium, w którym jakby wykorzystywaliśmy metodę site-specific jako formę oporu w przestrzeni właśnie wykorzystywaną przez osoby z niepełnosprawnościami i tam usłyszałam od jednej performerki z niepełnosprawnością: słuchaj, jesteś osobą, która całe życie robi performance. Jeżeli możesz, to wykorzystaj. I od tej pory właśnie jakby też to jest kolejna rzecz, którą pamiętam i jest to swego rodzaju możliwość przejmowania kontroli, przejmowania przestrzeni. No tak, i bardzo, bardzo dziękuję za uwagę. Myślę, że to tyle na razie. Bardzo dziękuję, Kasiu, za bardzo ciekawą prezentację. Czy są może jakieś komentarze, pytania? Czy było widać te zdjęcia, tak? Bo ja miałam wyłączoną kamerę. Tak, wszystko było widać. Okej. Na razie nie widzę, żeby jakieś tutaj pytanie się urodziło, tylko amazing napisała Wera Berlinowa. Ja też przyznam się, że jestem poruszona do prezentacji, także ciężko jest mi zebrać myśli. Wypisałam sobie różne tutaj hasła, ale tak pomyślałam, że może lepszym czasem na ich poruszenie będzie, jak będziemy zbliżać się do końca naszego spotkania. Kiro, chcesz coś powiedzieć? Proszę. Я тоже, да, хотела очень тебя, Катаржина, поблагодарить I also wanted to за твой thank you, рассказ о твоей Katarzyna, работе. Я for уже your когда смотрела вот на story сайте about your work. Disability Art, кажется, называется сайт, When I was где looking on your выложена твоя website, Disability Art, работа when you work, резонирование контрастов. the reasoning of И contrast где was ты published, рассказываешь о том, что танец для тебя — это активизм, and you said и that что dance for твое you is искусство — это искусство activism, сопротивления. and that your И art сейчас, is когда art of еще слышу resistance. твою историю, как ты к этому пришла, что ты также работала вот And в таких when тотальных I heard your институциях, story now, that you also стала used to work переосмыслять вот in эти вот such практики, меня total тоже, да, institutions, очень and then тронула started эта to rethink these история, и practices. This story touched какая-то me a невероятная lot, работа именно в плане того, and что, мне кажется, it это, is я не wonderful знаю, work, я эту работу вижу как такой риск and I повседневности в see том it числе, as risk which you are taking потому on что everyday это basis, прямое высказывание, because прямое it's a несогласие direct с тем, что expression of your происходит disagreement with what is happening, с нашими телами with вообще, да. what is happening with our bodies. Вот и хотела тебя за это поблагодарить. I wanted to thank you for Именно вот за this, эти мысли, что искусство for как this форма thoughts несогласия, that art is как a form of сопротивление. resistance, И of при этом disagreement. вот это совершенно вот какое-то другое, And что меня поразило в твоей работе, это what и struck me in другое your work пространство, где
The space which you create is different. It's a space where communication and interaction can be different without and outside of these total institutions and norms. Czy Kasiu, chcesz się jakoś do tego odnieść, czy po prostu zostawiamy komentarz Kiry? Ja myślę, że jeżeli i tak doświadczam różnych form opresji, no to jakby, nie wiem, jakby na scenie nie mam nic do stracenia, tak mi się wydaje. Gorzej jest z tym, jeżeli wyszłabym ze swoimi pracami na ulicę. Wydaje mi się, że w związku z tą sytuacją polityczno-społeczną, jaka jest w Polsce, jednak boję się, mimo wszystko boję się ryzykować, tak? I mimo, że mam jakieś tam zapędy i plany do tego, żeby wyjść po prostu na ulicę, nie wiem, i robić performance, tak jak pierwsza rozmówczyni, i to jednak jakby doświadczając tylu sytuacji dyskryminacji i przemocy, jakby boję się jakby eskalacji i tej widoczności, no nie? Bo rzeczywiście to moje ciało jest widoczne. Za każdym razem, jak idę na demonstrację, boję się, że osoby, które są na kontrdemonstracjach, będą mnie widzieć, no nie? Że jakby mogę ściągnąć tęczową flagę. Mogę jakby przestać być widoczną, nie wiem, być oplakietowana, nie wiem, ale jednak przez to, że wyglądam tak, jak wyglądam, jakby mogę na siebie zwracać uwagę i widzę w tym bardzo duże niebezpieczeństwo. To jest bardzo ciekawe, co mówisz o tej hiperwidoczności, bo podczas debaty podczas wcześniejszej debaty demokratyzacja dostępności, pojawiła się kwestia tworzenia widoczności. Tylko że ta widoczność dobrze jak jest na naszych, waszych zasadach, prawda? Jak nie jest sterowana odgórnie. I tutaj jak mówisz o tych symbolach, które na siebie zakładasz, o fladze, czyli z jednej strony jest to widoczność, a z drugiej strony jest kamuflaż. Prawda? I ciągle pewnie jest taka gra pomiędzy tą hiperwidocznością i chęcią przejęcia jej na własnych zasadach i spychaniem do niewidoczności, które tak często jest działaniem przemocowym. Ale to zakrywanie może być też takim daniem sobie przestrzeni i czasu na odpoczynek, na czucie się bezpiecznym, dlatego że widoczność wiąże się z kolei z tym narażaniem na niebezpieczeństwo. Ja myślę sobie też tak, że jakby my jesteśmy hiperwidoczni, kiedy trzeba nam jakby pomagać charytatywnie, no nie, dając jakieś ochłapy, a nie prawa. Natomiast nie jesteśmy widoczni, kiedy mają być zauważane nasze potrzeby. Widoczny jest, nie wiem, widoczna jest osoba na wózku, czy osoba niska, tak jak ja, ale nie jesteśmy widoczni z naszymi potrzebami. I wydaje mi się, że to jest najważniejsze, to jest clue tego wszystkiego, nie? Z potrzebami, seksualnością, z ciałami, od których chciałoby się odwrócić wzrok albo właśnie infantylizować. Tak, czyli ciała i potrzeby. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś komentarze? Na razie nie widzę, więc proponowałabym, żeby ewentualne pytania zachować może jeszcze na koniec, a teraz chciałabym przejść do kolejnej prezentacji. Czy Kiro, przypomnisz mi teraz Miriam Kochański, prawda? Teraz Miriam miała się wypowiadać, a na końcu Ela. Tak? Da, Miriam. Super, to proszę Miriam. Okay, so thank you again for the invitation for this awesome event today. I'm going to talk about my life
Я буду with говорить a disability мою here in жизнь с Germany, инвалидностью в and Германии, so that you can see maybe a difference between the life in Russia or Poland in разницу comparison между to жизнью в Germany. России, Польше And и Германии. Yes, but before I start, I want to Перед talk тем, как я about начну, something that happened я in хочу April рассказать of this year. о том, что произошло в апреле этого года. So on the evening of the Вечером 28th 28 of апреля April, 4 people were 4 killed человека были in their homes, убиты в and a своих 5th домах, person и 5-й was человек injured, был and серьезно those ранен. people were residents of a Эти nursing люди home были in Potsdam, which is near резидентками Berlin, дома and the сопровождаемого проживания person в who killed Потсдаме, them was рядом a с Берлином. carer, and И she человек, worked in that которая их nursery убила, home. была And той, кто in о the них заботилась. aftermath of such events, Она работала в when этом people доме. are killed, И после таких usually событий, there когда is a lot of людей media убивают, attention and обычно news очень and много public внимания debates going СМИ и on, новостей, which и is каких-то публичных totally дебатов, necessary, of course. что важно и, конечно же, имеет But смысл. after this incident, Но there после sure were этого newspaper инцидента articles and special broadcasts, but не было, 95% of them were flooded with было какое-то ableistic speech. количество So, газетных as you статей may know, и каких-то ableism новостей is об the этом, но discrimination 95% of people их living были with заполнены и близкой visible лексикой. or invisible Эйблизм — это disabilities, дискриминация людей, and которые this живут can с show видимой in или невидимой behavior or инвалидностью, speech towards и может the это выражаться в disabled, and поведении и can манере also be разговора structural barriers о людях с that prevent инвалидностью. disabled people Также to эйблизм live a может быть life with структурными equal преградами, rights барьерами, to которые non-disabled не people. дают людям с инвалидностью So жить такой же after жизнью, the как люди murder, без инвалидности. none of the media attention focused on the Таким victims. образом, Their никакое hopes or количество wishes внимания or СМИ не было what сфокусировано they на жертвах, liked in their их life, желаниях, or надеждах, what it's и like to live in nursing homes. очень мало говорили о том, какой вообще The news является жизнь в этих mainly домах focused сопровождаемого on проживания. the murderer and Новости были сильно сконцентрированы her work на overload убийце and и том, how как bad много her она working работала, conditions are, и в каких плохих because she условиях, works in care. потому что она работает в сфере заботы. Yeah, but they didn't talk Не about говорили о the тех structures структурах, of которые заставляют людей that force people to live in such зависеть от таких institutions, институций. and also did not talk И about также в ней не the было topic речи of о violence in care очевидной system. теме And заботы. there is violence, of course. Studies show that every day people with Исследования disabilities показывают, что каждый день face different люди kinds с of violent инвалидностью behavior сталкиваются с in разными such видами institutions, насильственного especially поведения в women and этих girls институциях, are in danger. особенно женщины. And yes, of course, working И in care квир-персоны can be hard, опасны. and the conditions are often Конечно, not good, работа в and сфере the заботы — carers это сложно. often have to work many hours for И те, little кто работает в payment, этой сфере, but действительно должны работать много часов they have the chance to quit or за мало change денег, their jobs но у них if it is есть too much for возможность them. выйти с этой работы или People with сменить ее. disabilities cannot quit Но their люди с disability, инвалидностью не and they могут are often trapped inside выйти из своей such инвалидности. nursery homes И часто because они of structural замкнуты в barriers. таких домах из-за And there is структурных no public препятствий. debate about those И structures. пока есть какие-то дебаты And о what it's рабочих like to live условиях в сфере in заботы, this дебатов nursery homes. о таких об условиях жизни в домах сопровождаемого проживания нет. Yeah, I И в don't целом want to say о that it's условиях жизни людей с impossible to инвалидностью. leave such Я не nursery хочу сказать, homes, что покинуть такой but дом because невозможно, it is потому что это possible, возможно, but it's really но it это takes a lot of energy
требует очень много энергии. Необходимо иметь желание бороться за свои права. И в Германии у нас есть социальная система, где правительство оплачивает медицинские расходы, и люди, которым необходима определенная степень заботы, то есть то, сколько помощи вам нужно в течение дня, это определяет, сколько государство платит вам за помощь вам и за вашу заботу. So they also pay for the за пребывание pays for the домах living сопровождаемого проживания, также платит ваша страховка. But often they only pay for the body care Но часто, and for eating. часто And so платит imagine только if your за life would only уход за телом consist of прием и taking пищи. a shower, of И going to the представьте, если toilet бы, and например, ваша eat. жизнь состояла только из So принятия душа, посещения you туалета и cannot еды. decide who helps you, Вы не who можете sees your решить, naked кто body, поможет вам, кто будет видеть ваше what голое you want to тело, eat or when you что want to вы go можете to sleep. есть, когда вы можете пойти спать. And for everything that is Ну и за все остальное, что for every как бы other thing находится besides за showering and пределами eating, you уходом have за to телом, ask your душу, friends or your family. еды. Необходимо But просить actually they are помогать вам supposed to ваших be друзей, вашу семью, to have less которые на самом деле because of должны the иметь nursery homes. меньше обязанностей The nursery за home счет того, is что есть дома supposed to help сопровождаемого you, проживания. but they То don't есть это do должно all of the помогать вам в necessary things. проживании в таком Only доме, body care но, and к сожалению, они не делают food. все необходимые вещи, Yeah. кроме самых бытовых нужд. And in nursery homes there's И в домах сопровождаемого проживания также the conditions aren't that good for the carers условия там не because такие often they хорошие are only two для people тех, кто who там work работает. in a shift, and they Часто это have to только take care двое of 20 people. людей в одну смену, So которые ухаживают they за don't 20 have людьми. the time to do То есть other у things них than нет just wash and времени, give чтобы делать food что-либо, кроме because there's so давать much to еду do, и and мыть людей. this can be Так много нужно really делать. dangerous И for это the может быть people who live there. опасно для A couple людей, of которые weeks живут ago, там. there was a flood in Germany, Несколько недель назад было наводнение в Германии. Another nursery home, И there снова в were другом доме 12 сопровождаемого people who проживания died 12 in the человек water с because инвалидностью there was умерли, only one person in the утонули, night shift, and she потому had to что take care ночью of только 20 people and одна rescue them персона from the была water, and на she работе, wasn't на fast смене, enough to rescue и ей all, нужно было одной and спасать всех, и so она не успела, 12 people естественно. had to die 12 человек because of погибли. those structure Из-за этой problems. структуры это случилось, из-за структурных проблем. Yes, so what can change, or what are other может options меняться, to nursery homes? И какие есть альтернативы домам After I сопровождаемого finished проживания? my high school, I knew that I После was того, как going я to go закончила to university, школу and I moved in и a dormitory for собралась поступать в disabled университет, students, which я is kind of переехала structured like в a nursery общежитие home. для студентов с So инвалидностью, they который only похож gave help for на, me которая похожа to на дом to сопровождаемого take a shower, to проживания. eat, То and есть они to go помогали to мне the также university, but not мыться, if есть, I wanted ходить to в go университет. to the theater or go Но to a не если party я хотела пойти на afterwards. I вечеринку always have или в to парк, ask или в театр. to my Для этого я friends. должна была просить And друзей. also there were men who helped me, and Также I prefer мужчины в that only основном women помогали мне, хотя я help me with my care. предпочитаю, что But there were только also женщины men, and помогают it мне was с заботой. absolutely no safe space То есть, ну, это because были there только were мужчины also там, и это было совсем не comments безопасное about my пространство. body, and Они when you, также делали especially какие-то when you are young комментарии and о insecure with моем теле. yourself, И особенно you когда don't ты want other people to молодая talk и about, уверена oh, в you себе, look different. Yes, I know, but ты совсем you не don't have хочешь to tell me this.
чтобы другие люди or какие-то not in комментарии this отпускали way you said to касательно me. твоей внешности. So yeah, and when I knew that И my когда я bachelor was going to end, узнала, I что wanted to move out моя and бакалаврская учеба go in a different заканчивается, я university, поняла, and что я then I хочу searched online другой университет уже which по-другому ways идти, I и can я поискала live онлайн, in independent каким life. образом я And могу so жить I независимую read жизнь. about other people with Читала my disability and других how they людей с моей live формой their life, and I инвалидности, saw that и как they они живут, have personal и assistants. увидела, что у них есть And персональные ассистентки. so I get Поняла, money from the что government. можно So they pay it получить to me, деньги от and I can правительства. choose Они who заплатили I want мне, to и have потом as я my care выбрала, assistant. кого я So хочу I'm like иметь в the качестве boss, своей and ассистентки. То yeah, есть я the босс в assistants этом случае, do а what I want to, ассистентка what I делает want то, them to что do. я хочу, And чтобы они делали. yeah, so it is much more То independent есть to это me, гораздо and более even if I say, независимая ситуация для меня. or if my relationship changes with a person, then we both И, can например, say, если okay, it как-то doesn't наши fit, отношения с этой so we say персоной goodbye, and then изменятся, I мы можем search for просто сказать, another ну one. да, нам не очень Yeah, it хорошо can be вместе a lot of сейчас, work, и but поэтому мы it's просто also расстаемся, и я ищу really другого worth it. человека. То есть это достаточно много работы может Yeah, быть, but но это why тоже, конечно, doesn't стоит every этого. disabled people have assistance if it is Ну, this great? тогда вопрос, а And I почему у think there каждой are персоны с инвалидностью нет mainly three личной reasons. ассистентки? And И мне one кажется, is это по the 3 причинам. economization of the Первое – care это system. экономизация системы So since заботы. the government pays for your С care, тех пор, как they look правительство платит closely on how за much уход, they pay за you, заботу, and они очень they're тщательно always looking контролируют, for как ways to save много они вам money. And платят, when и you всегда ищут apply способы for this сэкономить. personal care То есть, budget, когда вы подаете they на take такой a look on личный how much help you бюджет need, and if на it заботу, wouldn't be они cheaper for смотрят, them to сколько send you точно to вам a нужно nursery home. помощи, и And не дешевле ли often будет they послать don't вас know в дом about the сопровождаемого проживания. possibility of Часто care они assistance, не and знают о возможности they персонального always think that ассистентства it's cheaper to go и to как бы a nursery подразумевают, home, and they что make it дом really hard for сопровождаемого you проживания будет to дешевле, и to поэтому они live on your создают own. препятствия тому, And чтобы у вас была but возможность they жить don't самостоятельно. see that I am also giving И new jobs to people, and не замечают, что персональное that ассистентство, через это я, например, даю работу I людям get также. people out of И unemployment. я So снижаю этим because I can безработицу. train Потому everyone что я myself, and могу I don't need тренировать special персон сама, trained people. мне не нужны какие-то And специально also тренированные for the люди. assistants, it can be better И because, as I для said, they don't ассистентки это have to take также care of 20 people, but лучше, потому only of что me. в данном случае не нужно работать And с 10 людьми, а только с одним another человеком. point is that the government failed Второй to момент give – это потому что правительство accessible living не for дается people ему or дать houses for people with создать действительно disabilities. So доступные условия жизни для людей с if more инвалидностью. people had personal assistance, then the government would have Если у to большего количества make людей sure that были бы every house персональные is ассистентки, accessible правительство for должно people with было бы disabilities, убедиться в and том, this что is каждый also дом, каждое a пространство, matter with оно money. доступно для людей с инвалидностью. Это связано также с Because деньгами. they think it's more expensive to build То a есть wheelchair house than как to build бы regular houses. более And so, that's another дорого barrier. строить Or доступный дом, private чем businesses. In какой-то Germany, there's просто no многоквартирный law дом. that forces То же private самое с businesses бизнесом. to Частный be бизнес accessible. не заставляет никакой закон And the делать third более reason, доступными свои the last, площадки. is that a lot of people with disabilities И don't know еще about their третья rights or вещь, это то, their что третья проблема. Много possibilities. людей с So инвалидностью не I знают о went своих to правах a и special school возможностях. for disabled Я children,
and no one talked about особую специальную школу для the детей с possibility of инвалидностью, living with и assistance. нигде It was никто only не that they говорил talked о about разных you have to возможностях live in a nursery для людей с home. инвалидностью, You чтобы have to жить live in независимо. special. Все You они have to говорили, work in да, вам нужно special жить workplace в доме for disabled people. сопровождаемого You проживания. can Да, вам never нужно be работать on the в first мастерских для людей job с market инвалидностью. like this. Вы You никогда не only выйдете на can так называемый live первый рынок the труда. Вы the можете только usual disabled жить life. вот такой одной жизнью, And обычной жизнью that's why a человека с lot of people инвалидностью. with disabilities are always Поэтому много thankful людей and с thank you, no, it's инвалидностью everything is okay, because they don't требуют know большего what и it's говорят, да, that it's все possible to нормально, live your потому life что они просто не знают, what you что want it это to be, возможно, and you жить don't свою have жизнь to live иначе in и так, как тебе such хочется, nursery homes. и No, не you в доме can fight сопровождаемого for your проживания, right, and you и что can можно бороться за свои live права what you want to your life to и be like. жить And той yes, жизнью, которой мечтаешь. but I'm convinced that every Я person with a убеждена, что disability should have the chance каждая and персона the с necessary инвалидностью support to live должна their иметь life according to their own возможность и необходимую preferences. поддержку, But yeah, the чтобы жить жизнь в government соответствии с doesn't make собственными it easy for you. предпочтениями. Но, к сожалению, правительство Yes, немецкое тоже that's не all. делают это простым, более простым. Do you have questions? Если есть какие-то вопросы, с радостью на них отвечу. Ja bym miała pytanie odnośnie walki o swoje prawa. Czy jesteś częścią jakiegoś związku, jakiejś grupy osób z niepełnosprawnościami? W jaki sposób wasze potrzeby mogą stać się postulatami politycznymi? No, but I just moved to Berlin Я half a только year что вот ago, недавно переехала в Берлин полгода назад. and I'm still struggling also with my mental health and И my я new немножко assistance team, and страдаю и I'm not испытываю проблемы с моей новой командой yet ассистенток и моим ментальным really здоровьем. settled down here. И я еще But не совсем здесь yeah, I обосновалась think I am more like полностью. a silent activist. И я сказала бы, что я больше такая yeah, тихая also, активистка. Yeah, I still have to let myself be все еще as fighting as I want to be or I should be, как бы because I'm приводить себя still в то состояние, где я somehow могу standing in my own way to fight for my own rights. сражаться за свои права так, Yeah, как я let хочу. alone for other rights. Я So еще не пришла к тому, I'm чтобы still делать working полностью on так, that. как я бы хотела это делать. Я работаю над этим. Ja może taką refleksją się podzielę. W ogóle bardzo Ci dziękuję za przedstawienie Twojej perspektywy i Twoich doświadczeń. Jak myślę sobie o domach pomocy społecznej w Polsce, to mam wrażenie, że większość tych osób nie ma możliwości tak naprawdę walczenia o swoje prawa i że to jest właśnie problem systemowy i walka o swoje prawa będzie się wiązać z wielkimi represjami. I jak i również inną sprawą jest to, że osoby z niepełnosprawnościami w Polsce nie mogą sobie pozwolić na asystę. Jeżeli już tą asystę mają, to są to osoby z domu, rodziny, które bardzo często jakby są osobami, sprawcami przemocy. I to, co jeszcze zauważyłam, chcąc prowadzić warsztaty w domach pomocy społecznej, to chęć wzmacniania kobiet, wzmacniania osób z niepełnosprawnościami, nauki samoobrony, walki o przestrzegania swoich granic są w domach pomocy społecznej. Ponieważ też
na głos osób w DPS-ach, w domach pomocy społecznej będzie się wiązał z tym, że jakby osoby jakby z góry, z systemu i opiekunowie jakby tracą władzę, nie? Więc właśnie tak chciałabym się podzielić tym, jak to wygląda w Polsce. Thank you. Kira, I think. Да, я тоже хотела поблагодарить тебя за твою речь, за твой опыт, и особенно за вот эту фразу «я тихая активистка». Это я сейчас тоже вспоминаю, что сказала Катаржина, что активизм в той форме, в которой он есть сейчас, ну вот с выходом на улицу, это не для всех доступная форма активизма. И ну, мне кажется, мы сейчас тоже в ковид это все обнаружили, да, когда вот дальше идут демонстрации в таком режиме, в котором они шли до ковида, я думаю о том, что как будто бы ничего не меняется, да, что вот это продолжается, хотя понятно, что вот эта форма активизма только с выходом на улицы. Я сейчас вспоминаю тоже одну инфоактивистку, Сванти Кэбзель, кажется, ее зовут, которая участвовала вот в борьбе за independent living, за независимое проживание в Германии, и сказала о том, что привычные формы активизма, они для нас не работают. То есть выхода на улицу нашей группы людей там, с таким видом, каким-то определенным видом инвалидности, ее недостаточно, потому что мы не будем заметными в этот момент. Сама я как-то помню, участвовала в одной демонстрации, и она была связана как раз с тем, чтобы люди, которые живут 24 часа на ИВЛ, их снова вот хотели с этой формы, ассистентской формы проживания на дома сопровождаемого проживания переключить. И был такой момент, да, когда вот они были на улице, их было немного, и были там ассистентки, их или ассистентки, которые поддерживали родственники, но это не как Black Lives Matter, скажем так, да, это не такое количество людей. И я вот в этот момент тоже подумала, что вот эти привычные формы активизма, они в данный момент могут не работать, или на них не будет хватать ресурсов, потому что ты целый день, по сути дела, организовываешь свою жизнь, да, вот эта работа с ассистентками забирает какое-то количество ресурсов, или вообще организация вот этой повседневности в этих рамках недоступности. Вот, и поэтому я очень благодарю тебя за то, что ты об этой форме проживания рассказываешь. И мне кажется, в тех условиях, в которых мы сейчас живем, и в условиях, которые ставит правительство немецкое людей, в частности, это политика Шпана, это активизм. Сражаться за эту форму проживания – это активизм. Ну, на мой взгляд, я не знаю, как ты считаешь, но я на самом деле же эту форму проживания от тебя вообще узнала. Я человек, который приехал в Германию и работала в домах сопровождаемого проживания, поняв, что это меня, как человека, осуществляющего заботу, деформирует. И я не могу оказывать человеку качественную заботу, ту, в которой он нуждается. И, по сути дела, я являюсь в этот момент частью этой системы. И мне было необходимо просто из нее выйти и не продолжать ее, не поощрять ее. Tak, i oczywiście wyjście z tego systemu to jest wysiłek nas wszystkich, nie? Że to na pewno nie może być cedowane na osoby, które i tak już mają duże na głowie. To oczywiście to jest nasza wspólna sprawa. Tylko żeby ją dostrzec,
jakieś ruchy są potrzebne i każdy to robi w takim zakresie, jaki po prostu może sobie na to pozwolić. Ja jeszcze chciałam zadać pytanie, ponieważ jakby w Polsce jest tak, że dużą jakby rolę wsparcia osób z niepełnosprawnościami zajmuje Kościół, co wiąże się z tą sytuacją, że jakby z charytatywnością, właśnie z tym uprzedmiotawianiem i z upupianiem. I jakby to też wpływa na sytuację osób z niepełnosprawnościami, jakby coraz częściej jakby środowiska aktywistyczne łączą swoją perspektywę z doświadczeniami osób z niepełnosprawnościami i coraz częściej zauważam, że zarówno środowisko feministyczne, jak i środowisko queerowe jakby porusza tematykę osób z niepełnosprawnościami, włączając ich też w aktywizm. Jak to wygląda w Niemczech? Czy macie wsparcie, jakieś sojusznictwo? Jak to wygląda? Do you mean that the church is more fighting for the rights or less? Or Mogę prosić o tłumaczenie? Nie, ja chciałam powiedzieć, że Kościół po prostu występuje wbrew prawom osób z niepełnosprawnościami i w związku z tym zarówno aktywiści jakby różnych tożsamości jakby próbują być sojusznikami osób z niepełnosprawnościami, jakby wbrew Kościołowi i wbrew rządowi, jakim jest w Polsce. Czy w Niemczech zauważasz jakby wsparcie innych grup wobec osób z niepełnosprawnościami, nie Kościoła, bo dla mnie to jest po prostu złe wsparcie i nie chcę takiego wsparcia, tylko po prostu jakie wsparcie z innych grup? Okay, now I understand. Well, I think that the disability community is still a little part of the whole diversity conversation. So, of course, and it is really necessary that a lot of people in the diversity community talks about racism and sexism and so, but I think the disability community has still not really any support, only from other disabled activists. And after this murder in April, there were only disabled activists who shared the news and told about this, and not even all, because there also are some disability theaters, or they call themselves disability theaters, but even them did not share the news right away, but only a few days after. And I think only the people who live independent with a disability like me, that they are the most supporters of the disability community, but not other people who are not that in this situation. So then that's because I think that we really need a lot of allies. But
yeah, it's really, it's not that in the minds of the people that we are here to, I think. Ja myślę, że na przykład też myślę o tym sojusznictwie, jeżeli powiedzmy chodzi o wolność wyboru, tak? O wybór. Ciężko czasem pogodzić wybór, który rozumiemy pod prawem feministek do swojego ciała i osób z niepełnosprawnościami, na przykład jeżeli chodzi o aborcję. To jest temat, który bardzo też mnie interesuje, ale tutaj interesy mogą być sprzeczne, nie? Bo w innej sytuacji jest ciało osoby kobiecej, która znajduje się w DPS-ie i za którą się decyduje, że na przykład ona nie powinna mieć dzieci, a zupełnie inną sytuacją, mimo tego, że chodzi o to samo, o prawo do swojego ciała, jest sytuacja kobiety, która decyduje się, że w pewnym momencie życia, nie wiem, chce się poświęcić swojej karierze w agencji reklamowej czy gdzieś tam, prawda, w sztuce czy w polityce i po prostu nie chce zajmować się pracą opiekuńczą, nie? Bo w systemie kapitalistycznym ona nie jest wspierana. I rozumiem, staram się zrozumieć te dwie sytuacje, aczkolwiek ciężko mi sobie wyobrazić, trzeba było pewnie dłużej pomyśleć o tym, w jaki sposób ten argument wyboru, dostępu do swojego ciała mógł być sformułowany tak, żeby mógł być aplikowany w tych zupełnie skrajnie różnych sytuacjach. I think it is a similar situation, because when you live in a nursery home and you are a woman, then, or not only in nursery homes, but even me, when I go to the female, so to the gynecologist, to the doctor who is there for the women, then it's often that and you say that you want to become pregnant and you want to have children, then they often tell you, oh, do you really think you should have a child in your condition? And we don't want to create another disabled life. So they somehow want to take your choice maybe in another direction than others. So yeah, you still don't have a choice, or even less have a choice about your body if you maybe want to become pregnant or you want to have an abortion, or because they think that when you have a disability, even if you just, in quotes, just sit in a wheelchair, that you are also not capable of doing a good choice for your body. So you have like two discriminations coming at you. Też chciałam tutaj sprostować, powiedziałam dwie zupełnie różne sytuacje. One nie są aż tak różne, tylko po prostu konteksty zupełnie są odmienne, prawda? Ta możliwość wyboru, ta skala wyboru jest inna, kontekst, w którym się poruszamy, jest inny, aczkolwiek walki mogą być te same, tak? Bo tak jak tutaj też mówisz, to jest walka o samostanowienie, tak? O możliwość decydowania o naszym zdrowiu, ciele, życiu, także to na pewno jest wspólne. Jednak mam takie wrażenie, że niektóre właśnie sytuacje, że tutaj, że niektóre życia są bardziej wspierane, systemowo wspierane, a inne systemowo są marginalizowane. I tutaj chodzi o mnie o różnicę, to jest różnica systemowa, a nie różnica walki feministycznej tutaj, bo jak najbardziej to pole wspólne jest, tak? Także chciałam tylko trochę dojaśnić, bo po prostu na żywo trochę się wypowiadam, to nie są takie wypowiedzi przygotowane jakoś tam wcześniej. Ja jeszcze dodam, że to rzeczywiście, tak jak Zofia mówisz, to jest prawo do wyboru, nie? I że bez względu na to, jaka to jest grupa, no to rzeczywiście tutaj jakby ta sytuacja jest bardzo trudna w związku z tym, kto jest u władzy, nie? Że
i rzeczywiście warto szukać tych sojuszy, jakby być też wrażliwym już od samych podstaw języka, żeby myślę, że też środowisko feministyczne jakby fajnie jest, żeby uwzględniało to, żeby jakby tej niepełnosprawności nie demonizować, mówiąc o upośledzonych dzieciach, które się rodzą, nie? Żeby nie robić też nieszczęścia z tego, no bo wydaje mi się, że to też jest jakby na korzyść systemu, no nie, że jakby warto, wydaje mi się, że tu jest jakby bardzo ważne to, żeby zawiązywać te sojusze i widzieć te różne perspektywy i wspólne jakby, tak jak mówisz, te wspólne rzeczy, które nas jakby wiążą, a nie dzielą, nie? Я тоже хотела подбавить вот как раз к этому, что важна вот эта crossability, важно вот это пересечение разных групп. Вот я знаю один хороший пример, это Med and Disability Pride в Берлине, где вот совершенно разные группы людей, люди с опытом психиатрии, инвалидностью, квир-люди, квир-крип-люди, да, объединились, потому что вот эта тема, она для Германии, наверное, еще более триггерна, потому что прошлая Германия — это операция Т4, да, когда людей с инвалидностью, с психическими расстройствами, ментальными особенностями уничтожали. То есть эта операция проводилась в течение нескольких лет, прежде чем переключились на евреев. И, конечно, когда речь идет вот об аборте, и когда известно, что плод — это будущий ребенок с инвалидностью, ну, например, вот комьюнити, в которой я находилась, да, это было, конечно, триггером, потому что это продолжение, как будто бы, да, продолжение политики незначимой жизни. Это по немецком языке есть такое как раз понятие wertloses Leben, unworthy life, да. И вот как бы вот я считаю, что как раз это возможность для разных таких пространств, борющихся против разных видов дискриминации, объединиться, потому что, по сути дела, вот этот вот опыт, да, и вот это происходящее во Второй мировой войне, это до сих пор не отрефлексировано, потому что вот часто под операцию Т4 попадали и феминистки, которых считали сумасшедшими, они подвергались пыткам психиатрии и вот попадали под эту операцию. И да, это, мне кажется, очень важно, Зофия, то, что ты сказала, что это вот как бы вроде бы разная борьба, но это пересечение, и тут надо объединиться, об этом говорить друг с другом, а не, наоборот, против друг друга действовать, против друг друга бороться. И это, мне кажется, такой огромный потенциал вообще вот как раз пересечения. И да, вот это, что хотела сказать. Jeszcze tylko chciałam dodać, że wydaje mi się, że rządom o to chodzi, żeby nas podzielić i osłabić. I tu jest ważne to, żeby po prostu o siebie dbać i zawiązywać sojusze, szukać wspólnych spraw, żeby w związku z nimi walczyć. Tak, i żeby nie centrować tej odpowiedzialności i stygmatyzacji na osobę w ciąży, która podejmuje taką, a nie inną decyzję. To jest jej decyzja, a tak naprawdę wrogiem jest kapitalizm, który nie wspiera pracy opiekuńczej, wrogiem są totalitarne struktury, instytucje, które są ableistyczne, że tutaj należy koncentrować nasze siły, a nie mówić o tym, co należy zrobić, prawda, albo jakie tam decyzje podejmować, bo to po prostu nie jest... To nie jest to meritum, prawda? To nie tutaj leży problem. Problem leży w systemie, prawda? Tak. Ja jestem też, chciałam powiedzieć, pod ogromnym wrażeniem waszych wypowiedzi i też po raz kolejny przekonuję się, jak wiele jest punktów przecięcia sztuki i aktywizmu. Jest grupa naszych artystek, które działają w polu aktywizmu i mówią o sobie artywistki.
I myślę, że to jest termin, który dobrze obrazuje właśnie to nakładanie się przestrzeni. To, co niewątpliwie jest wspólne, to jest jakiś rodzaj wrażliwości, uwrażliwienia na tematy ważne w kontekście społecznym, w kontekście życia. My, którzy pracujemy na polu aktywizmu, czyli podejmujemy się jakiejś działalności doraźnej, ponieważ zawodowo zajmujemy się czymś zupełnie innym. Często nieświadomie posługujemy się narzędziami i środkami wyrazu wypracowanymi przez sztuki wizualne. Tak sobie myślę o performansach tak naprawdę, w których brałam udział, które jakoś współtworzyłam, na przykład takich, które były wyrazem sprzeciwu wobec zatajania faktów pedofilii w Kościele katolickim, czyli cały szereg akcji, które na przykład polegał na tym, że wieszaliśmy ubranka dziecięce czy buciki dziecięce na budynkach kościelnych czy na budynkach władz kościoła. Gdybyśmy nazywali te akcje performansem, być może byłoby to jakoś rozstrzygane tylko w granicach wolności sztuki, ale że też nikt z nas tego czegoś takiego nie używał, czy nie traktowaliśmy tego jako działanie artystyczne, w związku z czym część nas ma zarzuty z tego tytułu. Takim najczęstszym paragrafem to jest paragraf z kodeksu wykroczeń, czyli z tego niższego pod względem szkodliwości społecznej i niższego pod względem dotkliwości kar paragrafu, to jest artykuł 63 kodeksu wykroczeń, który mówi o umieszczaniu jakichś symboli, napisów na Chyba internet się urwał, Eli. Ojej, ale szkoda. Nie, czekajcie, nie jest tak źle. O, super. Przewidziałam to, ponieważ coś się zaczęło dziać z moim laptopem, więc od razu się przełączam na telefon. Widać mnie, słychać mnie? Okej, na tym aktywizm polega. Nie ma co histeryzować, tylko trzeba szukać rozwiązań. Mówiłam o artykule 63, który mówi o umieszczaniu różnych obiektów, różnych przedmiotów, czy napisów, czy plakatów na obiektach bez zgody właściciela obiektu. Tak? I to jest najczęściej taki biczyk wyciągany na aktywistów, którzy przywieszą gdziekolwiek swój plakat, którzy właśnie powieszą na siedzibie episkopatu buciki dziecięce. Żeby było zabawniej, ten artykuł znalazł się w kodeksie wykroczeń w czasie stanu wojennego, który obowiązywał w Polsce, więc jest to ewidentny spadek po czasach komunistycznych, teraz żwawo wyciągany i używany przez rząd, który się kompletnie antykomunistycznym mieni. Tak? Więc to pokazuje, jakie właśnie środki używa się przeciwko aktywistom. No, ja pewnie tutaj jestem ze względu na tęczową Maryjkę, tak? Czyli akcję, która jakoś nas zrobiła najbardziej widocznymi, a wśród nas no, niestety najbardziej mnie. Mówię niestety, dlatego że dwie osoby, które pracowały przy tym przedsięwzięciu razem ze mną, reprezentują pokolenie no, jakby moich dzieci, tak? I to one mnie wprowadzały w problematykę queer, w język wrażliwy, w pewien szczególny typ uważności, a no jakby medialnie ja jestem bardziej eksploatowana czy znana niż one dwie.
to pozwolę sobie raz jeszcze przypomnieć, że te dwie osoby to Anna Prus i Joanna Gzyra-Iskander. Myśmy się spotkały we trzy na gruncie feminizmu. Byłyśmy przez jakiś czas członkiniami warszawskiego strajku kobiet. Z różnych powodów z niego odeszłyśmy, między innymi poszukując swobody działania, które wiadomo, że każdy bardziej sformalizowany ruch w którymś momencie przestaje jakby dawać, tak? Chciałyśmy też mieć możliwość takiego uprawiania sojusznictwa, bo my wszystkie trzy jesteśmy białymi cis-heterokobietami, takiego uprawiania sojusznictwa, który dawałby nam możliwość ponoszenia odpowiedzialności osobistej za to, co robimy. No i tak się spotkałyśmy i któregoś pięknego wieczora z tego naszego spotkania wyszła tęczowa Maryjka. Ona wyszła w ten sposób, że episkopat, władze Kościoła katolickiego zaczęły się coraz mocniej i coraz bardziej niebezpieczny sposób włączać w życie osób heteronormatywnych. Zaczęły robić to już w taki sposób, powiedziałabym, bezgraniczny. Koncept tęczowej Maryjki pojawił się w związku z ingerencją episkopatu w taką edukacyjną akcję, która miała odbywać się w szkołach, która się nazywała Tęczowy Piątek. Czysto edukacyjna akcja z bardzo dużą wolnością realizacji w zależności od tego, jak sobie to dana szkoła wyobraża. No i episkopat pozwolił sobie na wydanie oficjalnego stanowiska, mówiąc o tym, że taka akcja powinna być zabroniona. No i wtedy jakoś zachciało się nam odpowiedzieć na to w sposób jednoznaczny, że zabraniać to należy pedofilii w Kościele, tak, natomiast edukacji w zakresie płciowości, w zakresie gender, w zakresie praw osób LGBTQIA, Kościół nie ma takich mocy, narzędzi, ani przede wszystkim nie ma takiego prawa. I teraz ja jestem często przedstawiana jako autorka tego kolażu. W życiu nie udałoby mi się zrobić, ubolewam, niczego tak pięknego. Pomysł, koncepcja, że Matka Boska i Jezusek z tego obrazu powinny nosić aureole, wyszedł od Anny Prus, która też jakby nie miała narzędzi, aby coś takiego zrobić. Zwróciłyśmy się więc do jeszcze innej osoby, która zostanie na zawsze anonimowa. Po pierwsze dlatego, że nawiązuje to do sztuki pisania ikon i tego, że ich twórcy byli w większości anonimowi, a po drugie dlatego, że służby polskie bardzo chciałyby wiedzieć, kto to zrobił, natomiast my również bierzemy w tym zakresie odpowiedzialność na klatę. Czyli to my jesteśmy we trzy sądzone, ale chciałabym, żebyście Państwo też jakby pamiętali o tym, że jesteśmy sądzone za dystrybucję, a nie za stworzenie, ponieważ żadna z nas do stworzenia tego znakomitego, moim zdaniem, kolażu, znakomitego dzieła pod względem również artystycznym się nie przyznaje. Chciałabym to umieć. No i co? Ten kolaż stał się słynny dzięki antyfeministce i działaczce Anty-Choice, która postanowiła nagłośnić i zażądać ścigania nas. Tak się składało, że ona kandydowała do Parlamentu Europejskiego z mniejszego miasta, w którym my realizowałyśmy naszą akcję, a nasza akcja była odpowiedzią na to, co zrobił proboszcz miejscowej parafii. Czyli nie będę tego opowiadała długo, powiem po prostu, że upokorzył osoby LGBTQIA i naraził je na niebezpieczeństwo hejtu.
I tam Maryjka się pojawiła po raz drugi, bo pierwszy raz pojawiła się w Warszawie właśnie w odpowiedzi na tęczowy piątek i tą ingerencję episkopatu, ale tam nie została zauważona. Tu natomiast ta ultraprawicowa nacjonalistka zrobiła nam nagłośnienie takie, którego wszyscy mogą nam zazdrościć, tak? To, że spotkało się to z jakimiś naszymi osobistymi konsekwencjami, myśmy się nie spodziewały ich aż takich, ale przeciwko nim jakby nie protestujemy, ponieważ my zostałyśmy karane za to, czy chce się nas karać za to, co zrobiłyśmy, natomiast nasi przyjaciele LGBTQIA są non-stop karani za to, kim są. I tak jak mówiliście tutaj o niepełnosprawności, o tym, że ktoś może z jakiejś sytuacji artystycznej wyjść, natomiast osoby, które na przykład znajdują się w jakimś bardzo opresyjnym systemie i doznają od niego przemocy, nie bardzo mogą wyjść. Myśmy znalazły się w takiej samej sytuacji, zdajemy sobie znakomicie sprawę z tego, jak bardzo uprzywilejowane jesteśmy. Więc jakby zanurzamy się w tej sytuacji i mówimy, dobra, to tym razem może trochę uda się wziąć na siebie tej nienawiści, też poczuć trochę, jak opresyjnej sytuacji znajdują się w tej chwili w Polsce osoby LGBTQIA. No i tak, zostałyśmy oskarżone o obrazę uczuć religijnych. Ja jako pierwsza jakby wyodrębniona sprawczyni tejże obrazy zostałam zatrzymana. Zakończyła się wyrokiem uniewinniającym rozprawa sądowa, o której pisały media chyba na całym świecie, pokazując, myślę, że to jest pewien rodzaj symbolu, czym kończy się fanatyzm i czym kończy się przyzwalanie na pod jakimkolwiek bądź płaszczykiem przemoc, po prostu przemoc. Tu akurat ta przemoc ubrała się w uczucia religijne. Gdzie indziej ubiera się w jakieś inne paragrafy, czy w pozorną troskę, w przewagę jednej grupy nad drugą. Co jest dosyć ironiczne, paragraf kodeksu karnego tym razem, z którego byłyśmy sądzone, miał na celu obronę mniejszości religijnych. Przed atakowaniem, przed naigrywaniem się z ich symboliki, z ich rytuałów, natomiast stał się kolejnym narzędziem opresji znakomitej większości w Polsce, jaką są przedstawiciele Kościoła katolickiego. Oskarżało nas zarówno Kościół, jak i państwo polskie. Czyli bardzo głęboko jakby upolityczniona prokuratura, która idzie ręka w rękę z Kościołem i de facto w jakiś sposób realizuje jego chęci, jego zamówienia. Ja pamiętam z tej rozprawy słowa naszego znakomitego adwokata, który powiedział w kierunku naszych oskarżycieli: wy przegraliście. Niezależnie od tego, jaki będzie wyrok, wy przegraliście. Bo tęczowa Madonna stała się symbolem osób LGBTQIA, ich praw, stała się symbolem widocznym na całym świecie. Ludzie wiedzą, o co chodzi, wiedzą, dlaczego jest to akurat ten wizerunek użyty
I wiedzą, że chodzi o bezwarunkową akceptację, która jest dobrem i która powinna podlegać ochronie. No, ja byłam mocno zdziwiona, ale też jakoś poruszona tym, że organizacja ONZ-owska, która zajmuje się wolnością wypowiedzi artystycznych, czyli organizacja pod nazwą Frimus, któregoś pięknego dnia zaprosiła mnie do Brukseli, abym przedstawiła przed Parlamentem Europejskim tę akcję, właśnie jako bardzo wymowny dowód na to, co się dzieje z wolnością wypowiedzi artystycznej. Mimo że, tak jak mówię, żadna z nas nie aspiruje do bycia artystką, no ja oczywiście z tego zaproszenia skorzystałam, ponieważ skorzystam z każdej okazji, aby powiedzieć, że prawdziwe sojusznictwo polega na próbie odciążenia osób, które doznają prześladowań. I powiedzenia, ja też jestem za tymi osobami. I może choć na chwilę uda mi się jakby wziąć na siebie, to nie o to chodzi, że zastąpić, czy powiedzieć w imieniu, czy być... To mi trochę przypomina sytuację z marszu, z Pride Parade, którą mieliśmy w Białymstoku, bardzo konserwatywnym mieście na wschodzie Polski, gdzie ja zostałam przez taką bojówkę kilkakrotnie opluta w twarz. I było mi bardzo przykro. A potem sobie pomyślałam, że ta ślina poleciała na mnie. I to jest okej. Nie? Bo poleciała na mnie za to, co robię, a nie za to, kim jestem. Nie? I że w ten sposób trochę może wzięłam tej śliny na swoją twarz. I że ja tak rozumiem to sojusznictwo i wsparcie, aczkolwiek też można rozumieć je na każdy sposób. Wiem, ile osób na całym świecie używało tęczowej Maryki jako swojego zdjęcia profilowego na Facebooku. To było coś nieprawdopodobnego. To był taki flash mob. Tak. Jak katolicy, którzy nie widzieli innego jakby sposobu wystąpienia przeciwko swojemu kościołowi, bardzo poważne osoby z kościoła katolickiego dawały się na przykład filmować, mając tęczową Maryjkę na półce za swoimi plecami. Jeśli to jest sztuka, to bardzo się cieszę, że mogę ją dystrybuować, że mogę stawać jakoś w jej obronie, że mogę być o nią oskarżana, ponieważ wszyscy nasi oskarżyciele złożyli apelację do sądu drugiej instancji, więc za niebawem znowu staniemy we trzy przed sądem. Ale od czasu tej pierwszej rozprawy przed sądem pierwszej instancji mamy też drugą Madonnę, w której Jezusek ma aureolę w kolorze flagi osób transpłciowych, ponieważ uznajemy, że te osoby w Polsce są najgłębiej prześladowane, stanowią mniejszość w mniejszości i niestety, ale również ze strony środowiska feministycznego doznają kolejnych wykluczeń. Więc naszą jakby rolą jest też pokazywanie, że i na to się tęczowa Madonna i transowy Jezusek nie zgadza, tak? I myślę, że jeśli będziecie chcieli Państwo wykorzystywać ten obrazek, to bardzo nam będzie miło, jeżeli będzie to właśnie wersja z flagą osób transpłciowych. To wszystko. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję, Elu, za wypowiedź. Czy macie jakieś refleksje, pytania?
Ja sobie się zastanawiałam się, bo mam podobną sytuację. Też jestem oskarżana o obrazę uczuć religijnych i zastanawiałam się właśnie nad tym wsparciem i jak, wiesz, ile można na siebie brać, a jak się później człowiek z tym tak naprawdę czuje, nie? I czy w aktywizmie jest przestrzeń na to, żeby jakoś to wziąć, te wszystkie uczucia, z którymi zostajemy, bo to jest doświadczenie przemocy zinstytucjonalizowanej, tutaj w postaci instytucji Kościoła i państwa. Ja też jestem oskarżana przez Kościół i państwo. I zauważam, że jak jestem w takiej sytuacji, że już muszę pójść do tego sądu, tam to, co trzeba powiedzieć, to jestem w stanie się zmobilizować, czy zorganizować soli demo i tak samo wspierać moje koleżanki aktywistki. Ale ciężko jest mi żyć z tą przemocą. Nie? Że później, jak już sprawa się kończy i się zostaje w domu, w swojej przestrzeni prywatnej, to po prostu no, ta przemoc też zostaje, nie? I ona coś z naszymi ciałami, z moim ciałem na pewno, z moją psychiką robi. Chciałam się zapytać, jeżeli chcesz o tym mówić, bo nie muszę odpowiadać na to pytanie, ale chciałam się zapytać, jak się masz? O, bardzo Ci dziękuję. Wiesz, chcę powiedzieć też Tobie, Zosiu, że bardzo Ci kibicuję i ja też rzucałam jajkami, tylko w inny obiekt. Więc za to akurat nie poniosłam nigdy kary, już jest przedawnione, więc mogę mówić śmiało. Natomiast wiesz, no, ja nie powiem Ci, że poprawia się wraz z czasem i doświadczeniem. Nie. Ja mam bardzo wiele postępowań. W zeszłym tygodniu miałam kolejną rozprawę o różne tam moje działania aktywistyczne. I to jest za każdym razem ciężkie. To, czego ja się nauczyłam, a to mnie nauczyli aktywiści Amnesty International z Holandii i z Belgii, że o tej przemocy trzeba mówić. Innymi słowy, nie można strugać bohatera, robić z siebie geroja, udawać, że siniak nie boli, że hejt wylewający się z internetu spływa po tobie. Trzeba o tym mówić, że ponosi się tego konsekwencje i że mimo tych konsekwencji robi się różne rzeczy. Bo tak, wszyscy jesteśmy poddawani działaniom, które mają na celu uzyskanie efektu mrożącego. Czyli mają odsunąć osoby od aktywizmu właśnie przykładem, dawaniem przykładu represji, jakie mogą za to spotkać. I ja mam na to takie tylko rozwiązanie, że ja o tych represjach mówię. Część osób uważa, że się żalę, że przesadzam, bo w stanie wojennym było gorzej, bo nie byłam pałowana, ale na litość boską trochę już więcej wiemy o prawach człowieka i raczej idziemy do przodu. Mogę też powiedzieć, że w średniowieczu było jeszcze gorzej, bo palono na stosie i łamano kołem, tak? Aktywiści, szczególnie niderlandzcy, zwrócili mi uwagę na to, że jeśli ignoruję jakąkolwiek przemoc, która jest na mnie wywierana, to przesuwam jej granice. Czyli władza uderzy mocniej. Być może nie we mnie, tylko w moją koleżankę, czy w mojego kolegę. Czyli ja mam o tym, że przemoc się dzieje, mówić. A moją radą na ten efekt rażący jest to, że ja, mimo że doświadczam przemocy, robię to dalej. Robię różne rzeczy, nie wiem jak długo. Nie wiem, na ile mi sił wystarczy. Dlatego ja mam taką no, też bardzo silną sugestię do osób, które się tym zajmują, żeby nie bały się i nie wstydziły się korzystać z wszelkiej dostępnej pomocy. Bo obcowanie z przemocą szalenie wypala, bo też ponosimy konsekwencje natury fizycznej i natury psychicznej i trzeba szukać możliwości wsparcia. Rób to, co ci pomaga.
Mnie w aktywizm zabrał poczucie bezpieczeństwa i nie mogę korzystać ze swojego mieszkania, bo budzę się w nim regularnie przed 6:00, patrzę na drzwi, jak ktoś podchodzi do tych drzwi mojego mieszkania, to ja zastygam jak zwierzątko, męskie głosy pod drzwiami sprawiają, że zaczynam się oblewać potem. No trudno, wyjechałam, wybrałam w tej chwili życie w przyczepie i też o tym mówię głośno. Ale to mi pomaga, pomagają mi przyjaciele, pomagają mi zwierzęta. Czuję się bardzo kiepsko, no czuję się kiepsko, bo też mam pewne urazy fizyczne, nabyte również w drodze tych ostatnich lat na ulicy. Ale gdybym ci miała coś powiedzieć, to przeważa wsparcie, naprawdę. Przeważają głosy solidarności, więc też to jest do wszystkich apel, żebyście nie byli skąpi wobec aktywistów i wobec artystów, którzy działają aktywistycznie. I jeśli wahasz się, czy masz napisać, że ta osoba świetnie coś zrobiła, czy jest super, czy że z nią jesteś, to się nie wahaj, napisz to. Napisz to, nawet jeśli jej nie znasz. Daj jej jakiś moment oddechu, daj jej poczucie, że widzisz jej akcję, że widzisz, że na przykład jest jej źle, że czuje się osamotniona. To, co i sztuka, i teraz aktywizm nam daje, to większą wrażliwość na siebie wzajemnie. Taką mam przynajmniej nadzieję. I jeśli tak, to jest to czysty zysk. Bo tylko na wrażliwości możemy oprzeć to, co chcemy zbudować po patriarchacie. Tylko na uważności wobec siebie nawzajem i wzajemnej pomocy możemy tworzyć jakąkolwiek konstrukcję, która nie będzie patriarchatem bis. Nie wiem, czy na twoje pytanie bardzo mocno, aż się wzruszyłam, także ciężko mi się mówi. Czy ktoś chciałby jeszcze coś powiedzieć? Jakoś powoli będziemy się zbliżać pewnie do końca, tylko chciałam zapytać tylko, jak tłumacze nasi, czy wszystko jest w porządku z wami? Tak? Żyjecie jeszcze wokół pracy, wykonujecie. Dobrze, to posłuchajcie teraz, że czas na takie właśnie konkluzje. Kasiu, już teraz się wyrywasz, to zaczniemy od ciebie. Jestem też bardzo ciekawa, co masz do powiedzenia i będziemy przechodzić dalej. Ja jestem bardzo wzruszona tym, co Ela powiedziałaś też i jakoś bardzo dziękuję za to, że za taki rodzaj sojusznictwa właśnie brania rzeczy na siebie, a nie odbierania głosu. Ponieważ nie ma dnia, żebym się nie bała o siebie, o mojego transpłciowego męża, o moich transpłciowych przyjaciół. I no tak, że jakby widzę, że wsparcie, jakby ciężko jest zdobyć wsparcie, ponieważ jakby większość psychologów, psychoterapeutów to są osoby, które nie znają realiów osób queerowych, osób z niepełnosprawnościami. Dlatego wydaje mi się, że właśnie walka i to sojusznictwo wasze, taka jakość sojusznictwa jest mega ważna i jakby no tak, że dla mnie, mimo że nie jestem osobą wierzącą, Matka Boska queerowa jest po prostu bardzo dużym symbolem i no tak, dzięki. I tak sobie też myślę, że takim oprócz sojusznictwa ważną rzeczą jest to, żeby edukować kobiety, że mogą się bronić, że mogą walczyć o swoje prawa i żeby dawać im właśnie taką możliwość decydowania o sobie i jakby no tak. I żeby też jakby dawać sobie prawo do tego, żeby być słabą, ponieważ
ponieważ jest gdzieś ktoś obok, kto jakby przejmie na chwilę jakiś ciężar. Bo tak jak mówię, że wypalenie aktywistyczne to jest po prostu woda na młyn państwu i Kościołowi, tak, żebyśmy po prostu ten ciężar jakby dzielili się nim, żeby kolejne osoby się nie wypalały, nie schodziły z tej linii oporu. Dzięki. Jeśli tu mogę dodać 2 słowa, to też to, że ja jednak jestem na tej ulicy 5 lat bite i trochę zmieniłam formę działania. Trochę mnie zmusiło do tego państwo, bo jestem teraz na rocznej probacji. Już mi zostało pół roku, może nawet trochę mniej, w trakcie której nie mogę zrobić żadnego wykroczenia ani przestępstwa. No, moje państwo mnie próbuje, czy jestem godną zaufania obywatelów. Tak jakbym swoim życiem tego nie udowodniła do tej pory, ale dobra. Okazało się też, że to pomaga w myśleniu rozwiązaniami. Po tej próbie pogromu osób LGBTQIA, która miała miejsce na Marszu Równości w Białymstoku, z moją koleżanką założyłyśmy sieć terapeuci dla LGBTQIA. Ona działa w całej Polsce. W czasie pandemii działa głównie internetowo, ale jej założenie jest takie, żeby każdy z małej miejscowości mógł znaleźć jak najbliżej siebie terapeutę, który wie, co to jest stres mniejszościowy, który wie, jaka jest problematyka krzyżowa, tak? I będzie umiał okazać pomoc. A nauczona własnym doświadczeniem, chyba w listopadzie w ubiegłym roku założyłam takie coś, co się nazywa psychopogotowie i służy wypalonym aktywistom, ale też osobom, które doświadczają przemocy ze strony państwa. To jest taka kombinacja telefonu zaufania z późniejszą psychoterapią i taką interwencją kryzysową, oczywiście nieodpłatna. Szukamy na to funduszy nieustannie, więc jakbyście słyszeli o kimś, kto dałby się ogolić, żeby pomagać wypalonym aktywistom, to wiecie, gdzie macie go kierować. Czy ktoś chciałby coś jeszcze powiedzieć? Może Katrina, Sofia, Miriam? Czy macie jakieś refleksje tak na koniec? A może Kira albo Wika? Chciałabyście coś dodać? Я, во-первых, да, хотела очень Елизавету поблагодарить за то, что ты рассказала, как это все происходило, как ты видишь активизм, какие видишь ты связи между активизмом и искусством. И ваша Мадонна — это действительно искусство. Это то, без чего, мне кажется, на сегодняшний день ни один прайд не мыслим просто. Я не попала в этом году ни на один берлинский прайд, но смотрела сторис моих друзей. Thank you, Elizabeth, for the connections that you в этих drew сторис была between всегда art. радужная Мадонна, всегда. Я помню, когда я переехала в Берлин, с этого произошло открытие конференции I и always празднования saw the юбилея Rainbow Madonna in Berlin падения, when I was нет, когда on это the было, Pride. Стоунволла. And when I Вот, was то at есть the celebration это of the Jubilee of то, Stonewall что ты riots, сказала, да, что вам what you said, адвокат сказал, that что the вы attorney выиграли уже поэтому. told you
Но тем не менее, that you я have думала, won как already because of this, because this image is so как well поддерживать друг spread друга, now, да, потому and что ты it's really говоришь, что important. ты But the question is how to каждый support день each other. осознаешь эту опасность, в которой ты живешь. So И you say that every day это вот то, you что тоже Юлия are Цветкова conscious of the всегда danger in which you говорит и live, and говорила, it is also what Yulia что Tsvetkova как has бы said and continues to say. но That эта проблема она не решается. То есть this что нам problem нужно делать, is потому not что being solved. вот эти правые настроения, они So what shall we do if везде this right-wing эскалировались. И mode людей of thinking is судят getting escalated everywhere right аналогичным now, одинаковым and статьям, да, people are то being есть вот judged эта статья, based по on которой судили similar вас, это articles right та now. So статья, по the которой тоже пытались судить article Юлю, но она which you were другая в taken России. to court Ее пытались судить because тоже of it за is similar to пропаганду what Yulia ЛГБТ, faced in Russia. нетрадиционных It was отношений. about LGBTIQ По-моему, второй был такой, propaganda of non-traditional была вторая relationships. попытка ее This was привлечь a к second уголовной ответственности, attempt вот эта to статья, да, потом они put перешли her на on другую trial, статью. after which they decided to Я go in a очень different много на эту direction. тему думаю, как вот, и I ты говоришь, think что a lot об Amnesty, да, об Amnesty this. International, которые делают прекрасные акции You поддержки, mentioned Amnesty International. и говорят, что Did нужно об этом дальше perfect говорить. Но support вот как action, защищать друг друга, как поддерживать but друг we should друга. continue to speak further about it. But Вот для меня это my question for остается me, which is вопросом, important потому что, and not answered, is how как Таражина to support сказала, each да, что other, вот каждый how день to я help each other, because every day, as стою Katarzyna и said, переживаю за своего мужа. yeah, every day Вот, то есть вот эта зона риска, которая как someone будто is бы being она worried about увеличивается. somebody, И like Katarzyna about her husband, and this risk zone, это, конечно, очень сильно is влияет на becoming людей, на их bigger, ментальное здоровье. and this influences people, their Я mental хотела health. вас всех поблагодарить за And I wanted to thank you то, all что вы делаете эту for what работу you do, в этих зонах for риска. the fact that you do Потому что я work себя в in Берлине this ощущаю risk zones, привилегированной, я нахожусь в because being in безопасности, Berlin, I feel myself really даже privileged. осуществляю какую-то поддержку. I Вот. can show some support, И but это I'm то, что safe действительно, мне myself. кажется, настолько меняет And наши this is something визуальные восприятия, which да. Вспоминаем Мадонну, so вспоминаем, much changes our perception, like this rainbow какие Madonna. важные Юлия Цветкова тему подняла, да, изображение And the вагины. topics which Yulia Tsvetkova was И вообще разговоры об этом, что даже иногда speaking about, like не могут некоторые destigmatization of люди vagina произносить, images, не каждая женщина может and произнести слово вагина. the topics which not every woman can speak about, for Идентифицирует себя example, как женщину, да. vulva or vagina, or a person who identifies as Вот. Я просто вижу, как это все пересекается, когда I я see how слушала it all вас comes всех, together. сколько все эти I was темы listening to all пересекаются, of you, how all these насколько topics важно поэтому союзничать, intersected, да, and how и important насколько it это is меняет наш to язык, build и как connections because of that, Зета сейчас сказала, да, это делает нас and how it более also changes our чувствительными друг к language другу, and makes us задача, more конечно, в sensitive этом, towards да, each other. чтобы The вот goal эти is пространства this for me, to чувствительности, make this бережного отношения друг spaces с другом, of чтобы их становилось больше, чтобы caring relationships когда towards each кто-то чувствовал other себя bigger. оскорбленным, уязвленным, дело не доходило до суда или So when да, someone до would вот feel таких вот him каких-то or herself радикальных offended, the форм case wouldn't go to court, it would наказания not go to человека, these radical наказания. forms of persecution of a person and persecution as such. Już powoli będziemy się zbliżać do końca, dlatego że to była bardzo długa. Czy ktoś jeszcze chce coś powiedzieć? Czy komuś przerwałam? Okej, przepraszam, myślałam, że komuś przerwałam, więc dokończę wątek, że powoli zbliżamy się do końca. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za Wasze wypowiedzi. Jestem absolutnie wzruszona i czuję, że dużo bardzo rzeczy się we mnie dzieje po tym spotkaniu i jestem Wam za to po prostu ogromnie wdzięczna. I też Kirze i Wicy za to, że ten proces udało nam się doprowadzić do, jeszcze nie do końca, ale że
że mogłyśmy razem współpracować. Bardzo Wam dziękuję za Wasz czas, za to, że jesteście i za to, że robicie tak wspaniałą pracę. I wszystkim tłumaczom też bardzo dziękuję.